Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что этим вечером присоединяетесь к каналу Александр Шелест, несмотря ни на что, и готовы изрядно пошуметь. Событий, вагон и маленькая тележка. И, конечно, такое ощущение складывается, что все нарастает, нарастает, нарастает перед часом X. А это 9 мая. Да, вот именно парад Победы, готовится усиленно Москва, репетируют, как будут закрывать там броней трибуну с гостями, гости уже известны, и вообще много информации на этот счет, ну и, конечно, изо дня в день, да, вот вчера, сегодня удары Украины беспилотниками по территории Российской Федерации, в том числе и в Подмосковье, и как бы на подлете к Москве были сбиты дроны. Обо всем об этом мы поговорим сегодня. Я всех приглашаю в чат трансляции. 2 слова о наших правилах, все без изменений. Если хотите ворваться напрямую, без очереди, вот так прям взять и ворваться, QR-код используйте, если работает этот сервис. Всем большое спасибо за поддержку. Вопросы принимаются из закрытого клуба зрителей в Telegram и, конечно, из чата трансляции. Потом сделаем такую сессию общения с чатом. Это всегда интересно и очень здорово. Тем более, что чат... Ох, какой классный у нас. В каком плане здоровский? Да в том плане, что мы всегда вначале играем в города. Причем так интересно в последнее время получается, что люди, которые вот они пишут, где они фактически находятся и откуда смотрят, весело так выходит. Там Одесса, Уганда, там Харьков, Бразилия или какие-то там еще варианты. Напишите, как у вас. Это всегда расширяет круг наших знакомств и интересов. Тем более, что предлагаю я в проекте «Шум» всегда шуметь о том, о чем сегодня пойдет речь. Поэтому играем в города. Минск, да, Харьков, Одесса, из-под плинтуса, смешно. Москва, Ярославль, Волгоград, Буркина-Фасо, привет Буркина-Фасо. Привет из Душанбе, Израиль, Ростов, Житомир, Ижевск, Днепр. Днепр, кстати, сейчас обстреливают, прям вот недавно были прилеты. Сочи приветствуют, привет в Сочи, Чернигов, Челябинск, Афины, Челябинск, ну вот как-то так. Рига, Киев, Банковая, прям Банковая. Ох, как интересно, смотрите до конца, значит, если Банковая. Запорожье, Рязань, Луганск, Глобус смотрит вас. Глобус, помните, был такой фильм, географ Глобус пропил, да, тоже. Эстония, Артемовск, Чернигов, Клина, Россия, Греция смотрит, Купянск, салам из Риги, в Ригу салам, Ровно, Бонн, Трусковец. Привет из Перми, привет в Пермь, Геленджик, Таллин. Замечательная сегодня география, как, впрочем, и всегда. Друзья, всем большущее спасибо за то, что участвуете, если опять-таки есть у вас возможность в поддержке канала через супер возможности, супер стикеры, супер спасибо, супер сообщения, которые закрепляются. Будем к ним возвращаться. И, конечно, большая благодарность за то, что вы поставите лайк. Несмотря на все ограничения на территории Украины, мы понимаем, да, что Дончанка вот слушает из Крыма, да, причем ограничения есть в последнее время и с одной стороны, и с другой стороны, и с третьих стран. В общем, друзья, спасибо большое, что помогаете Ютубу разобраться в предпочтениях аудитории и жмете все-таки этот лайк. И если смотрите в записи, таких людей тоже много, то пишите в комментариях, откуда вы. Я с удовольствием потом пролистываю ваши комментарии, и это оставляет такой теплый след на душе. Значит, опрос нашего сегодняшнего эфира звучит следующим образом. Начнется ли перемирие ко Дню Победы? То, которое предложил Путин. То, на которое никак не ответил пока что Киев, посылая беспилотники на территорию Российской Федерации, как бы давая понять, да, то, о котором рассуждал Подоляк сегодня, о том, что, смотрите, россияне будут сами себя обстреливать, и вообще у них такая тенденция и традиция. В общем, много страстей вокруг этого парада. Что будет, будет ли что-то. Так вот, перемирие ко Дню Победы. Варианты ответов: да, будет тихо, или да, но сорвется. Примерно то, что мы наблюдали на Пасху. То есть будут какая-то активность на линии боевого соприкосновения, но обстрелов вот этих воздушных, далеких не будет. Дальних обстрелов. Нет, Украина ударит прямо вот по параду по Москве.
смотрите, ударит, это не означает, что долетит, что-то там произойдет, но будет попытка именно удара по Москве со стороны Украины. Вот как разные спикеры и обещали, или как сегодня Вашингтон-Пост писал о том, что нет, ну, скорее всего, ударят, но не по Москве, это наш четвертый вариант. Кстати, пока что вот к Вашингтон-Пост как-то, да, вот прислушиваются люди. Пока что большинство. Проголосуйте и вы. 3000 голосов у нас сейчас есть на эту минуту. Интересно, что будет в конце, потому что на самом деле на этих ожиданиях сейчас играют многие. Ожиданиях. Потому что парад – дело такое, своеобразное. Потому что большие гости приезжают, уже опубликован список стран, уже есть список стран, которые войска которых пройдут по Красной площади. То есть тут же очень интересная комбинация. Да? То есть с одной стороны нам все эксперты военные, такие украинские, такие матерые, потужные, рассказывают о том, что это военная цель. В теории так и есть, потому что есть вооружение, есть военное. Да? Ну, это как бы воюющие стороны, военная цель. Но если разобраться, то это там целый интернационал присутствует, точнее будет присутствовать. Поэтому тут очень интересно, что вы по этому поводу думаете и как мы в конце подведем итоги. На самом деле очень напряженная ситуация. Крайне напряженная ситуация, вообще то, что касается вот визита, да, на парад. К вечеру сегодня было сообщение с двух, так сказать, европейских, да, ну, одной в Евросоюзе, другое не в Евросоюзе, государств, которое касается их участия, их лидеров. Вообще, ну так вот, чтобы понятно, российские СМИ публикуют вот такую, да, раскладку о том, а кто же все-таки принимает участие. Они это все красиво делают, выкладывают на карту и таким образом как бы демонстрируя, что полмира нас поддерживает, что 52 почти процента от мирового населения. Ну вот такое представительство. Конечно, это там 29% от мирового ВВП. Причем тут ВВП, вопрос, конечно, ну, сложный, но тем не менее, это вот как наглядная инфографика. Я думаю, многие сегодня посмотрели, да, на вот этот, скажем так, этот глобус участников сегодняшнего, скажем так, готовящегося парада. Его уже, кстати, начали репетировать прошлой ночью, и как раз-таки прошлой ночью полетели беспилотники. Важно, что сегодня вышел помощник президента Российской Федерации Ушаков и дал как бы такие парадные прогнозы. Опять-таки, это все предварительно, потому что это все организовывается, и потом посмотрим, какая будет ситуация, все ли пройдут войска по Красной площади. Речь идет о войсках 13 стран. Азербайджан, Вьетнам, Беларусь, Египет, Казахстан, Китай, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. То есть вот такое представительство будет конкретно войск. Гостей, как вы видели, гораздо больше. Но есть определенные проблемы, потому что Фица сегодня заявил о том, что мне угрожают из Европейского Союза, если я поеду на парад Победы 9 мая, но не дал ответ, поедет или нет. То есть это его заявление об угрозах со стороны Европейского Союза, оно как бы о чем? То есть о том, что как повод не ехать, или о каком-то другом, собственно, решении в пику Европейского Союза. По поводу пики Европейского Союза сегодня всех, конечно, Гжегош Браун из Польши удивил. Да? Гжегош Браун сегодня в Министерстве творческих дел, хотел сказать, ну, на самом деле, инфраструктуре, здание Министерства инфраструктуры, как бы творчески подошел к пререканию с Европейским Союзом, он сорвал там флаг, бросил его на землю, начал топтать, потом поджег на крыльце. Ну, вот так вот себя позиционируют, как ультраправый. У них там выборы в Польше, поэтому, да, вот сегодня масса заявлений о том, что Россия в них вмешивается. И вот такой вот есть, ну, пока его в пророссийскости не обвинили, этого кандидата. То есть есть определенная оппозиция в Европе, мы о ней дальше поговорим. У самого Фица тоже референдум прошел по поводу санкций против России. Сегодня утвердили дорожную карту 17-го пакета
там уран не будут покупать, вот этот теневой флот, Еврокомиссия. А словаки, да, вот собрали 400 тысяч подписей при 350 необходимых о том, чтобы взять и словаками отменить санкции Европейского Союза. То есть тут очень интересная игра. На самом деле дадут провести референдум, не дадут, вопросы. Однако это прецедент, когда народ одной из европейских стран как бы соревнуется в решении надстройки. Будем наблюдать за этим процессом. В общем, это Фицо, у него проблемы. Также сообщили о проблемах у Вучича, президента Сербии. Вучич, значит, столкнулся с тем, что он там заболел, потом как бы выздоровел и говорит, все равно я поеду на парад. В общем, власти Латвии и Литвы запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета из Сербии Вучича. И аналогичный запрет, вроде бы как, да, есть и для Фицо. То есть летите, но, да, вот как бы облетайте. Как полетят и долетят ли они, наверное, такая интрига тоже. И будет ли представительство европейских стран на параде, потому что это ключевая позиция, потому что Европейский Союз, представленный на параде, причем первыми лицами страны, это как бы такой прецедент и серьезный звоночек. По поводу самих ударов. Сегодня, прошлой ночью и сегодня с утра разошлось вот это видео в Воронежской области, это город Борисоглебск. Это беспилотник, который упал на детскую площадку. Символично, растиражировано, мощно, в том плане, что вот эти обстрелы, они тоже, вот как в украинском варианте, когда их было много обстрелов, я имею в виду прошлые итерации, прошлые годы, они вот наоборот мобилизуют людей. И сейчас вовсю утверждается разными аналитиками, экспертами, что скорее всего там, из Беларуси перетянули С-300, С-400. В общем, Москва будет под таким огромным куполом. В общем, муха не пролетит, не то что беспилотник. А по другим каким-то целям будут наноситься именно удары. Однако Трамп поддержал Путина в его идее перемирия на вот эти 3 дня и говорит, что это хороший сигнал. Сегодня там, кстати, у Трампа очень интересная встреча с премьером Канады новоизбранным. Там перепалка произошла. Трамп ему говорит, мол, давай 51-м штатам. Тут говорит, нет, никогда. Ну и Трамп делает очень интересный словесный оборот и говорит о том, что вот в этом кабинете у меня тут один раз был вот такой какой-то скандал. Понятно, на кого намекая. А вот с премьером Канады у нас хорошее, доброжелательное и классное отношение. Поэтому вот как бы и тут тень Зеленского или там, не знаю, тепло Зеленского на этих креслах овального кабинета, оно сохранилось. И тут возникает главный вопрос. А как бить по параду в Москве, если там есть Си Цзиньпин, если там есть лидеры мировых государств, таких не последних, достаточно серьезных. Вообще даже бразилец Лула летит, и, как утверждает сегодня пресса, летит прямо-таки, да, вот, чтобы Путину предложить какой-то вот свой вариант решения вопроса украинского посредничества. И в формулировке издания О Global он предлагает это потому, что США не справляются. То есть, на что я сейчас делаю акцент? Есть уже эта мысль, она родилась, США не справляются. Как Трамп может позволить, чтобы Зеленский, да, вот брал и бил по, скажем, по Красной площади в этот момент, когда там и Лула, и Си Цзиньпин, и другие лидеры государств, не преуменьшая ничье значение, мы, конечно, понимаем, что там есть определенные интересы у американцев быть лидерами. А тут это лидерство, на него уже роток раздевает президент Бразилии. Очень интересная история. Тем более, добавим немножко такого политического флера в этот весь прекрасный расклад. Сегодня состоялась ключевая, как по мне, встреча. И последствия этой встречи мы узнаем позже. Ермак, как некоторые утверждают, настоящий президент Украины, опять-таки, кому как нравится, да, тот, который держит страну в своих руках,
сегодня встретился с Джули Дэвис. Джули Дэвис — это временный поверенный от США. Посол Бринк ушла, говорит: война, и так я тут долго, вдали от семьи, семья со мной рядом быть не может, обстреливают постоянно. Ну зачем, да, вот здесь быть, вообще устала, я ухожу. Бринк, к которой все ходили, да, вот на поклон, который, вот сейчас новый человек. Это временный поверенный, это не посол, но встреча очень знаковая, как раз таки в преддверии вот этой всей истерии, которую разгоняет в том числе Банковая, насчет удара возможного по параду и по Москве. Значит, примечательно, публикация и отчет об этой встрече ни о чем. Но это дает нам право рассмотреть как бы пристальнее, что ли, что произошло. Значит, первая встреча с Джулией Дэвис, говорит Ермак, пишет у себя, обсудили ключевые вопросы украинских отношений, естественно. Он, конечно же, подякував. Вот, он подякував всему американскому народу, в общем, всем поблагодарил. Говорит, что Трамп неимоверные усилия делает, и, в общем, конструктивные контакты, все хорошо. В общем, смотрите, то есть они в Лондоне и Париже встречи провальные называют конструктивными контактами. Ну, это такая дипломатическая модель игры. Полное и безусловное прекращение огня, пишет Ермак, это первый и критически важный шаг для старта переговоров по поводу справедливого и длительного мира. Эту мантру они распечатали, всем на дверь прибили. Наверное, в каждом офисе, я не был никогда в офисе президента, не знаю, но в каждом кабинете, наверное, висит портрет Зеленского. Хотя мы помним, что он, когда приходил, говорил: не надо портретов моих вешать Зеленского. Ну, я думаю, что висит у многих. И вот прям возле этого портрета вот эта фраза: полное, безусловное прекращение огня, первый шаг к какому-то справедливому миру. В чем справедливость, сложно сказать, но этот постулат прогибания России, да, на вот эти вот условия, которые не работает, это уже показала практика там 3, а может, ну, Ермак любит говорить, что это там с марта месяца с Джиды. Так вот, с этого момента вот никак не прогибается, не получается. Но тут очень интересно, что отдельно они обсудили оборонное сотрудничество и остановились на теме, вот тут это важно, восстановления. А как отстроить Украину? Значит, он ей, временному поверенному, подчеркнул важность подписания двухсторонней сделки об инвестиционном фонде от восстановления. Верховная Рада уже готовится к ратификации на этой неделе. Это будет новый этап в стратегическом партнерстве между США и Украиной. Представляете? Верховная Рада за колючей проволокой. Это видео гуляет по сети, все его видели, все наблюдали, да? Верховная Рада будет голосовать послезавтра, 8 числа, за вот эту сделку. Сегодня прошел комитет, и на этом комитете, ну, как бы нас держала руку на пульсе Марьяна Безугла, или как я ее называю у себя в телеграм-канале Шелест, Леди Би. И она говорит: вот сейчас рассматриваем, вот рассмотрели. Значит, а что же они там такого рассмотрели? Вот что сообщают по поводу этого? Они добавили формулировку, то есть вот все вроде хорошо, мы совсем согласны, а там уже расписано, что приоритет у США, что нет никаких 50/50. Это начало вскрываться, то есть в процессе и этого обсуждения, и вот эти прошлые дни, что это фактически, ну, политическая взятка Трампу за его усилия, да, по урегулированному, правильному урегулированию вопроса с Украиной, за то, чтобы он становился на сторону Киева в моменте вот этого посредничества, хоть он и должен был равно удаленным быть от обеих сторон. Ну, то есть это вот такой, это все обыгрывается, увязывается в эту дипломатию. Вы же читали только что мы Ермака, да? Это первый шаг к справедливому. То есть справедливости в сделке нет. Все понимают. Делавэр, инвестиционный фонд, налогов не платит, непонятно вообще, кто что должен покрывать, украинская сторона в случае нарушения облага, ну там по 3 человека в каждом подфонде, ну каких-то структура, да, уже прописана. Если украинская сторона что-то нарушает, она как бы исключается от принятия решений, американская что-то нарушает, нет, нормально, она ничего не могут нарушить. То есть об этом выкладки аналитические сейчас говорят. И за колючей проволокой, которую оцепили Верховную Раду, это будет приниматься.
ради вот какого-то, да, вот бонуса в будущем. Все понимают, что к чему, но сказать никто ничего не может. И вот депутаты добавляют одну формулировку. То есть вот это вот все действует на всей территории Украины. Даже споры там какие-то были, подождите, а как там, у нас же оккупированная территория, там же главное минералы, главное там залежи того, что интересует американцев. Ну, по сути, американцев интересует все. Но действует это все как бы в юрисдикции всей Украины. Это на самом деле очень важное дополнение. Оно только на первый взгляд кажется просто потужным, чтобы избиратели там ничего не возмущались. Мол, смотрите, как бы все сдаемся американцам, да, значит все. И оккупированные территории тоже, и мы их будем возвращать. То, что там люди на этих территориях или вообще как, ну, люди, которые смотрят, читают, изучают этот процесс, согласны там, не согласны, это вообще украинцев кто-то спрашивал, нет. И украинцев на оккупированных территориях нет, но эта юрисдикция распространяется на границе 91 года, то есть и Крым, и Донбасс, и все вот эти территории. Фишка этой поправки, она заключается в том, что это возможность Трампу прийти и сказать, смотри, вот у меня. Но а Путин что тогда должен говорить? Он должен говорить, так признавай то, что мое за мной. И иначе на территории России, а они признают оккупированную территорию территорией России, добывать уже ничего не получится. Или другой очень интересный подтекст. Это норма, это правка, которая точно будет проголосована, потому что она потужная. Она открывает двери прямой коммуникации. Об этом никто не говорит и никто не думает, потому что все зациклены вот туда. Прямого сообщения между оккупированной и неоккупированной частью украинской территории, грузового, товарного сообщения, да, вот, ресурсного в том числе. То есть это момент очень серьезного задела на будущее. Мы помним, как по опыту это другая история, но тем не менее физически как происходила история с углем с оккупированных территорий, когда непризнанными были ЛНР и ДНР. Выходили Семен и Семенченки, разные люди перекрывали, ложились на железную дорогу с автоматами, с оружием, говорили нет, нет торговли на крови. Ну вот это вот все помним. Сейчас тоже такой очень, очень опасный момент, казалось бы, в одной формулировке. Как будет, еще пошумим, что примут депутаты, еще расскажем. Но вернемся к вот этой встрече. Я уверен, что на этой встрече Ермака и новой назначенной временной поверенной от американцев обсуждался вопрос удара по параду. Обсуждался 100%. Точно так же, потому что это все бурлит, кипит. И Ермак, который не надел костюм, а вот в своем военном, ну, рабочем, в робе военной, да, к ней пришел. Ну, точно, даже по самому виду он поднимал этот вопрос, даже своим видом. И вот тут становится главная интрига. Пока на данный момент еще непонятно, но сегодня прошла информация от журналистов из Америки, что Уитков сегодня будет принимать, ну или как давать какую-то присягу. Какую присягу, что да как. Единственное такое вакантное место из списка обоймы вот этих трамповских назначений — это Уолтс, которого переведут постпредом в ООН. А есть предположение, что пока что это Рубио. На Рубио там навесили куча разных полномочий, и в том числе советника по нацбезопасности. И вроде как Уитков может стать советником по нацбезопасности. Виткову это очень много предъявляли, разные там эксперты, издания и разные высказывания были. В украинском сегменте так точно, мол, а Уитков, кто ты такой? Какие у тебя полномочия? Так вот, эти полномочия могут сегодня появиться. Пока информации не было, будем следить. Возможно, уже и появилась. Значит, и вот имя Уиткова, вот на прошлой неделе фигурировало имя Рубио, госсекретарь, со всеми вот этими дополнительными функциями. И USAID, директор, и многие там, и временный советник нацбезопасности, что он может посетить внезапно Москву. Но это сегодня так вот тоже проскочило, что, может быть, это и Уитков будет, представляете? То есть даже так, даже в этом ключе это очень интересный ход. Я думаю, что, смотрите, завтра 7 число, завтра, потом 8 число. Для Уиткова
и его частного борта, на котором он уже 4 раза летал в Москву, это вообще не проблема. Сесть и полететь снова. Облететь какие-то страны, мы видели его маршруты. Интересно, балтийские тигры запретят пролетать или не запретят? Думаю, вряд ли. Это только Вучичу и Фица можно запретить. Но какие-то сюрпризы могут быть. О них молчат в Кремле. Они только подчеркивают, что на этом параде будут приглашены некие ветераны из США. Ну вот такая была формулировка, что среди гостей, ну какие-то ветераны, которые вот со стороны США воевали. Трамп называет 8 мая Днем Победы, говорит только настоящие победители, мы настоящие победители, все мировые войны выиграли. Ну, это стилистика Трампа, который тоже хочет козырять на военщине. Не просто так он выделяет $1 триллион на Пентагон, рекордную сумму. И парад в день рождения свой, и 250 лет военным американским он будет проводить, об этом тоже объявлено. То есть тут идеологически или как пиар, вот эти интересы, они сходятся. И появление кого-то из США, кого-то, ну это так в прессе называют вот эти два имени, может еще кто-то, ну очень серьезно внесет перевес вот в этот тяни-толкай, где Зеленский, сделка, американцы, давайте с нами, а сделка, а это означает поставляйте оружие, а как без оружия? Оружие же входит в этот капитальный внесок, да, вот этот капитальный взнос, да, вот в этот инвестиционный фонд, поэтому американцам вроде как выгодно, это Украина будет отдавать дольше и больше. То есть вот это перетягивание канатов Зеленский тянет на себя, но это будет необыкновенный яркий ход. Буквально осталось 2 суток, я думаю, какие-то новости по этому поводу мы можем услышать. Ну, это мне так кажется. По крайней мере, это очень серьезно взбодрило бы вот эту ситуацию как раз-таки вокруг перемирия и вот этих переговоров двойных. Ну, а пока бодрит Зеленский. Бодрит беспилотниками. Борисоглебск увидели, но сегодня тоже была атака. В Ногинске, это пригород Москвы, Москва, там, ну вот как-то так, Подмосковье, в общем. Прилетел дрон, точнее его обломки упали на парковку, люди снимали. Но были вот еще и такие кадры, тоже Подмосковье. В общем, это дрон, который несет, скажем так, нечто, или ракета ПВО, которая несет тоже что-то. В общем, кому-то в балкон прилетела вот такая штука. Вообще вокруг парада нужно отдельно остановиться, потому что сегодня много было таких достаточно ярких моментов. В сети начали появляться идеологических противостояний. В сети начали появляться фотографии Степана Бандеры могилы в Мюнхене. Ее осквернили вот таким образом. Причем там мы видим, что за ней там ухаживают, украинские флажочки, все как положено. Но кто-то там убрал украинский флаг, влепил туда флаг советский, флаг Победы, да, и судя там, что, наверное, какие-то поляки, да, потому что там число там 43-го года, и, а Польша, в общем-то, скажем так, надписи. Такая достаточно история не очень, потому что мы видим, что, наверное, это все мотивируется датой, и периодически там могилу Степана Бандеры оскверняли. В чем не очень? Потому что это неправильно бороться с могилами. В любом случае. Однако это показывает нам то, что эта дата, она до сих пор требует какого-то согласия, персоналии до сих пор требуют какого-то согласия, четкого, понятного осуждения или героизации, или, в утиль истории. При всем, таком показном, это нехорошо выглядит, но с другой стороны, это нам дает вот эту подпитку, на которой держится, например, режим идеологический в Украине. Это нам дает подпитку, например, поляки, да, как относятся к идеологизации в Украине того же Бандеры. В общем, очень показательная история. И как раз таки в эти дни, перед 9 мая, то есть факельное шествие в Киеве, а перед 9 мая вот такие осквернения могил. Сегодня этот факт был зафиксирован. По поводу того, всегда ли было так? Нет, не всегда. И активно форсится видео, которому ровно 15 лет. Ровно 15 лет назад на этом же параде в Москве, о котором сейчас все трубят, были представлены украинские войска.
Академия сухопутных войск. Проходит парадный расчет Академии сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Во главе колонны начальник факультета Академии полковник Павел Синишин. В суровые годы войны около 11 тысяч офицеров отправились на фронт. 14 из них – герои Советского Союза. Среди курсантов – потомки героев-фронтовиков. Ну, то есть прошла украинская колонна, это 15 лет назад, как позапрошлой жизни, как вроде бы ничего не было. Ну и почему я вспоминал поляков, да, которые тоже вовлечены в этот процесс. 15 лет назад какие слова звучали о поляках? Проходят военнослужащие роты почетного караула Вооруженных сил Польши. Неоспорим вклад в борьбу с фашизмом войска польского, армии которого сражались с гитлеровцами на территории Советского Союза, участвовали во взятии Берлина и в параде Победы 1945 года в Москве. То есть, сейчас, если кому-то, ну вот взять и написать, смотрите, войско польское, Берлин брали, в параде Победы участвовали, сражались мужественно. Начнутся плевки в комментариях, потому что вот такая политика Польши, да, последних лет, и все будут, ну, то есть, зачем я вот эти именно две показал подряд, идущие армии, там, представителей армии, и этот текст, который зачитывался на параде в России, чтобы проследить вот эту историю. То есть, смотрите, к полякам нормально относились, к украинцам нормально относились. Они маршировали по Красной площади, той Красной площади, которую сейчас там рисуют мемчики, хотели все сжечь. Это повод нам задуматься, как за 15 лет перепрошито все медийное идеологическое пространство. Нет, ну кто-то, конечно, напишет, что значит перепрошито. Освобождено, теперь-то мы знаем правду. Теперь у нас выходит Сибига и официально, от министерства официально публикация сообщения, призыв всем лидерам не ехать на парад на Красную площадь, а от самого Сибиги обращение ко всем украинцам за границей ни в коем случае не принимать участие ни в каких акциях, которые на территории Европы разрешены. Ну, то есть там есть собрания какие-то, митинги, там люди собираются с флагами, празднуют, в общем. Носят ленты такие, которые хотят, флаги те, которые хотят. Стихи читают военные, там, в микрофон, какие хотят, те, которые помнят. С портретами выходят теми, которые хотят. И вот понятно, что на Европу ты никак и на уклады этих обществ ты никак не повлияешь, потому что там можно с чем хочешь выходить. Но призвать украинцев этого не делать. Вот это сейчас. А 15 лет назад по-другому. Еще один показательный такой эпизод. Это вчерашняя история. 80-летие победы над нацизмом во Второй мировой войне в Лондоне прошло. И это уже идут украинские солдаты. Значит, я не беру... Уже много есть видео, есть полное видео. Значит, идут по грязной дороге этой площади. Грязной от навоза лошадиного. Их 10 человек, они с флагом. Есть конкретное видео, где там один, понятно, это же как. Ты же маршируешь, ты на параде. Там все равно, что у тебя под ногами, ты должен красиво пройти. И один вступает в это. Я очень надеюсь, что это к деньгам, конкретно для этого солдата. И вот они проходят мимо Карла, он же Чарльз III. Тот отдает им честь. Смотрите, отдает им честь. И все, конечно, восторженно об этом эпизоде отзываются в украинской, блогерской и другой там информационной среде. И, наверное, правильно, да? Но возникает главный вопрос. Во-первых, внешний вид. Ну, понятно, страна воюющая, внешний вид вот такой на параде. Хорошо, 10 человек, почему так мало? У нас же там сотни, если не тысячи, были, не знаю, как сейчас, но очень много учебок, учебных центров. То есть парад мог бы быть посолиднее. Да? То есть понятно, что там без оружия, с флагом, но там представлены могли быть солиднее. Но, видимо, такая организаторская сторона. Потому что для Британии, это не такой уж главный праздник. Но для Карла, конечно, это вот почесть. Потому что в эти дни у него 2 года, представляете, 2 уже года, как он с короной.
Британской империи, короновали его. И в честь 2-летия коронации даже вот такие эпизоды. Портреты. Значит, эти портреты выставили там в общем зале, потом в тронный зал их перенесут. Это его Камилла, это он. Собственно, Чарльз, человек в возрасте. Чарльз Карл, то есть король Карл III, принц Чарльз в прошлом, он очень долго ждал Елизавету, чтобы взойти на трон. Долго ждал. И вот сейчас вот нужны вот эти почести, нужны вот это участие, потому что, ну, он болен, это видно, его там лечат, у него тяжелое заболевание. И такое ощущение, что вот тут он пытается каким-то образом, ну, получается странно, конечно, как с вот этим парадом с обгаженной площадью, да, то есть это само по себе неуважение к королю, то есть вот так. Приходим мы к выводу, что пытаются уважить старика перед смертью, да, ну и там дальше уже по династии пойдет передаваться корона. А руководит этим всем абсолютно другие люди, другая структура, да, и вот как-то вот эта вот зависимость, или как взаимосвязь, давайте не будем говорить слово зависимость, зачем слово зависимость, взаимосвязь между британцами и украинцами, особенно в этих ударах, планируемых по параду, и в этих, скажем так, ну, других, возможно, операциях, она, конечно, очень прочна. Ну, а первое лицо, король, вот сейчас находится в таком состоянии. Еще одни наши, как бы, союзники и большие надежды едва-едва не сорвались. Украинские, имею в виду. В чем не сорвались? Сегодня Бундестаг немецкий выбирал Мерца. Ох, тяжело выбирал. Значит, Мерц первое голосование провалил. Вы посмотрите, какой он был растерян, расстроен, подавлен. Это, ну, вот просто неимоверно что-то. Это впервые истории Германии. Вот было так. Вот, смотрите, он в растерянности смотрит на там своего собеседника, который пришел к нему, и он там, этот собеседник, ничего не может сделать, как вот этот сумку на плечо набросить. Нечего сказать тебе, Мерц. Не выбрали. И вот он отправляется восвояси. И тут стало немного грустно. Непонятно. Сразу немецкая пресса, ну там есть ряд изданий, которые там сенсации, как горячие пирожки штопают, говорят, смотрите, Мерц откажется от второго тура. То есть там разница небольшая, 6 голосов. Сразу быстро написали, что это предательство, да, то есть предательство кого-то из ближайших соратников по партии Мерца, потому что им не достались должности, они там не договорились. В общем, беда-беда. Внутренние дрязги поглотили Германию, и впервые в истории вот так коалиция, в котором в коалиционном документе 17 раз упоминалось слово «Украина» и ни одного слова «Таурусы», это ко всем тем комментаторам, которые приходят и говорят, Мерц, ну все, Таурусы будет давать. Ну, то есть 17 раз слово «Украина», ни одного Тауруса. Вот такая ситуация, да? Вот такой прокол, это провал, это облом. Но, правда, быстро, как бы так, воодушевились. В общем, 16-15 сегодня, собрался за там 20 минут, уже там 325 голосов Бундестаг, то есть перевес был, отдает за Мерца, и выскочили из этой пучины немецкого кризиса. Правда, аналитики, те, которые занимаются немецкой политикой, утверждают, что все только начинается, и Мерцу будет сложно. Понятно, что там, видимо, в попыхах переделили портфели, потому что сразу же после Мерца Бундестаг утвердил полный состав кабинета министров Мерца, и они там, их 17 человек, сегодня же приняли присягу, и, в общем, все, Мерц есть у Германии. Это случилось. Но вот этого политически никто не простит. АДГ, которая судится с признанием ее правоэкстремистской политической партии, против этого выступили все американцы, там Рубио, Маск, все как бы возмутились, как так? Нормальная партия, там сейчас второе место поджимает как бы лидера. То есть
это популярная партия, которая стала после этого решения еще популярной. Там сразу заявили, а давайте перевыборы. В общем, перевыборы будут еще качать в Германии, и очень непросто будет Мерцу, это однозначно. Ну а Шольц может выдохнуть. С ним вчера прощались. Прощались традиционно, так провожают любого канцлера. Темнота, вечер, подсветка. Писториус выходит и говорит, что в трудное время для нации Шольц руководил страной мудро, осмотрительно. Ну, значит, оркестр Бундесвера сыграл, собственно, свои как бы традиционные для этой церемонии треки. Сам как бы Олаф Шольц, ну, композиции, сам Олаф Шольц поблагодарил всех, говорит, такой Германии в качестве федерального канцлера это была честь всей моей жизни. Абсолютно такие приятные слова. По поводу композиции их было 3 по выбору. Шольц выбрал классику, да, и отрывок из Франклин, да, респект. То есть у Шольца ёкнуло. Он мог минимум 14 дней еще находиться на этом посту, но все, сегодня груз с его ответственности, с его плеч ответственности этот груз спал. Я считаю, что это все-таки ушла эпоха ливерной колбасы. Как этого Шольца не крутили, что с ним только не делали, каким он не харизматичным, ну выбрали, кстати, не лучше, но тем не менее, не харизматичным был, как он блекло смотрелся на фоне той же Ангелы Меркель, которая там юлила по-своему, где-то пыталась. Но это действительно канцлер самого тяжелого периода для Германии. А следующий канцлер у Германии может быть фактически канцлером распада Европейского Союза. Даже так. И тут возникают важные перспективы. Если Мерцу удастся усидеть, то он вовсю вместе с тем же, ну вот как Писториус говорил, да, будет готовиться к войне. Милитаризация, которая начинается с властных кабинетов Европы, не за горами. Там вовсю обсуждают планы. В том же Лондоне сегодня в Телеграф вышел материал о том, что они прям готовятся и не знают, что делать. В общем, собираются силами. А вдруг Россия ударит по Великобритании? Представляете? Ну и немцы на той же волне. Поэтому тут такая очень знаковая история. Еще одна знаковая история по поводу лидеров, да, произошла сегодня в России с Рамзаном Кадыровым. Рамзан Кадыров, значит, изданию Чечня Тудей, есть и такое, которое как бы вовне направлено, да, вот он дал интервью. Интервью на самом деле потрясающая, заметка короткая. Значит, заглавие, все, ничего не предвещало беды. В общем, Кадыров рассказал о совете, который дает ему Путин. Ну, Путин Кадырову дает советы. Ну, подумаешь, что тот же большой начальник, тот тоже начальник, ну там региона, тоже большой, но поменьше. Ну, в общем, совет какой-то. Ну и, соответственно, тут спрашивает в этом комментарии «Чечня сегодня». Значит, мне дает совет Владимир Владимирович, когда ты сильно злой, то нужно лечь спать с этой мыслью. Злость порой, злость пройдет, и все будет хорошо. Я так и делаю, и все спокойно бывает. Вот так и сказал. Ну, казалось бы, да? Мало для материала Чечня Тудей. Мало. Надо еще. Надо что-то вот спросить. Ну, ходят же слухи, что Кадыров уйдет в отставку, или его уйдут, или а кто его заменит. И он комментирует. Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свои видения, и надеюсь, что мою просьбу поддержат. Но это, конечно, так вот сенсационненько смотрелось. Уходящий Кадыров, который просит вольную у Путина, что пришлось самому Кадырову потом выходить и давать дополнительный комментарий о том, что, ну, это к тому, что я там служу Отечеству, вот Путин, как Путин решит, так и будет. Ну, такая, знаете, как бы уже второй комментарий не такой был резонансный, как первый. Это так всегда бывает, но тем не менее, как бы галочку многие поставили. Ничего себе, Кадыров собирается уходить.
А что же будет с Чечней? А в качестве кого он останется? А где он будет? Неужели есть какие-то, скажем так, отходные пути? Многие там сразу начали вспоминать про там, ближневосточные интересы, счета и разные там имения. Кто-то говорит наоборот, нет, в Чечне останется, его там любят и уважают. Он говорит, да ничего там не любят и не уважают. В общем, интрига. Вообще интриг по поводу персон сегодня, сегодня много. Еще один фигурант переговоров, который, кстати, куда-то сник. Единственное, где мы его могли лицезреть, это на встречах с Уиткофом, вышеупомянутым мной. Речь идет о Кирилле Дмитриеве. Он куда-то пропал. И даже ведутся сейчас большие споры. Есть телеграм-канал Кирилл Дмитриев. Да, и там вот это он или не он, или это кто-то еще. Ну, вроде как есть подтверждение, что это его телеграм-канал. Там в основном репосты каких-то новостейных изданий, каких-то других каналов и какие-то там короткие свои мысли. Но есть вроде информация, она мало подтвержденная, но что это прям его телеграм-канал, и все на него подписываются ввиду того, что он стал определенным лицом вот этих контактов с американцами и тоже с переговорным треком серьезно связан. И вот пишут, вот как только Трамп пригрозил санкциями, как только Украина подписала сделку с американцами, куда-то пропал Дмитриев. Только для Виткофа его так как бы выдвигают вперед. Он говорит, что никто ничего никуда не пропал в этом телеграм-канале. И говорит, я на месте, процесс идет, мы, конечно, за там экономику и сотрудничество. Фигуру Дмитриева вот так обсуждають журналисти із «Української правди». Оцей Дмитрієв дуже цікавий чувак. Він же ж киянин, ми про це Очень интересный чувак, он же київлянин. так само згадували. Будемо більш ретельніше до цієї людини ставитись, тому що він зараз дуже, дуже цікаво залучений у переговорний процес. Була днями новина, що його сестра приїжджала от буквально в лютому чи що. Значит, его сестра приезжала, и вот, а зачем она приезжала? Вот они сидят и два дискутируют. Информация была, вот, что Дмитриев. В Київ? В Київ, так. Вони ж тут батьки живуть. Наскільки я знаю там з того, що було в медіа, його батько... Тобто його батьки, така відома київська професура, і, по-моєму, вони по-моєму, пенсіонери, але принаймні тато, здається, живе в Україні. Угу. Є живі люди, причому наші спільні з тобою знайомі, які його знали з попереднього життя, коли він жив в Києві. Пинчук и Соросята. Есть живые люди. Ну, конечно, сдали, когда он жил в Киеве. Конечно, подождите, у него такой послужной список приличный. Из BlackRock, и там Dragon, по-моему, Morgan и Dragon, и Capital. Нормально там все. І вони такі, типу... Я думаю, що якщо ми пошкребемо, то ми знайдемо набагато більше спільних знайомих з ним. Просто, що ніколи ніхто не цікавився цим добродієм. Ну, чи не знаю, чи можна казати добродій. Ну, це тебе звичка говорити добродій. Видите, то есть вот это вот уровень журналистики. Во-первых, начинает рассказывать о том, что папа, а кто у него тут вообще? А кто тут вообще у него? А сейчас мы пришлем кого-то, а кто тут у него? Родня какая-то осталась? А куда эта сестра приезжала? А что это? Папа пенсионер, жил когда-то или живет здесь? Надо найти родню Дмитриева. Это первый, это можно как бы списать на какой-то профессиональный жажду эксклюзива, хотя не похоже по тональности. Ну и вот эта вот история, добродей, да, типа... А можно его так называть вообще? А можно вот так вообще выражаться по отношению к человеку? З цим персонажем, ніхто ніколи не цікавився, а тепер бачиш, він на вершинах слави. І там кажуть, що в нього вже якісь, проблеми росту, скажімо так, що він вже занадто багато простору в цій російській апаратній структурі займає. То есть, а что это там вообще? Проблемы роста у Дмитриева. Вот так работают люди, вот так они обсуждают о персонажах. Да, не добродеи, а персонажи. Вот так вот это все. И сейчас мы, значит, ждем какую-то очередную гадость на Дмитриева. Дмитриев сейчас немножко в стороне, потому что экономические вопросы, да, ушли на план. Сейчас важно перемирие, не перемирие. Ну вот они уже так прицелились. Сейчас мы будем крутить. Сейчас мы тут поживимся. У него там лучи славы, он там занимает большой аппаратный вес. Сейчас. Вопрос.
как вот этот треп отражается на фронте? Да никак. Сегодня в Сумы прилетело. Сообщили сначала об одном ребенке и 5 ну, пострадавших, тоже среди которых есть дети. А потом сообщили о том, что 3 вроде как убитых. Сейчас обстрел Днепра, тоже непонятно. Барабашово горело вот, прошлой ночью. Сильнейший пожар был, прилет шахеда. То есть по фронту что? Пытаются идти в Курскую область, Теткино. Да, там есть район, где Россия эвакуирует населенные пункты приграничные тоже. То есть вот это все идет. Нам Дмитриев, ну что там Дмитриев? Интересно, сейчас вот мы найдем его киевский след, который известен всем более-менее толковым экспертам. Посмотрите наши разговоры с Костем Бондаренко, например. Дмитриев, который работал на Пинчука, и эти, которые тоже там в этой обойме крутятся, ну сейчас они под фиалой, ну тоже как бы гнездо Сарасова, Пинчуковского разлива, олигарха Пинчука, зятя Кучмы, все повязаны, все в одной истории. По поводу фронта ситуация напряженная. Есть, скажем, вот эти удары, атаки по Курской области. Это делается исключительно для жжется техника, бросаются люди, для того, чтобы Сырский выходил и говорил, смотрите, какая успешная операция, цели достигаются. Ну и, конечно, создать вот этот фон. Фон, что идет война, 9 мая, но тем не менее, вот мы сейчас будем двигаться в Курской области. От чего сейчас оберегают вот эти атаки, или какой смысл военный имеет, остается загадкой, только, как и в прошлый, собственно, раз, ну, для какого-то, ну, торговать там нечем, это идет именно поддержание вот этого напряжения на этом участке. И так было постоянно. То есть началась Курская операция, начали терять территории. То есть сейчас там выровнялась ситуация, как нам говорят. Она не выровнялась, потому что, ну простите, вовсю говорят о каких-то больших, дальних планах российской армии. Выходит в эфир водолаз, офіцер-водолаз по фамілії Ткачук, український воєнний. Розкажіть, будь ласка, що станом на зараз відбувається там на Херсонщині? Чи можемо ми констатувати, що росіяни з новою силою в новій вже хвилі знову лізуть на правий берег? Ну, уровень журналистики я вам показал, говорит, что там вообще на Херсонщине? С новой силой россияне лезут на правый берег. Ну, як ми бачимо навіть з офіційних публікацій, з висвітленої позиції оперативними нашими управліннями, зокрема Південь, активність пожвавішала, ворог розпочинає підготовку до десантної операції, і вже кілька сотень кораблів помічено, ну, мова йшла про 300. Також ми бачимо, що були спроби висадки десанта на невеличкі острови, які наразі під контролем Сил оборони України. Ну, на щастя, усі ворожі одиниці, юніти ліквідовано. Значит, корабли, ну вот эти лодки, да, вот это они подготовили. И вот мне нравится слово юниты. Юниты. Это кто-то научил Ткачука говорить слово юниты. Абсолютно украинское слово из украинской военной традиции. Я гадаю, що так буде і надалі. А можете детальніше розказати про те, на яких саме напрямках вони, ймовірно, готують десантну операцію, якого масштабу, з якими, скажімо так, засобами і з якою метою? Ну, значит, расскажи детали. Вот, готовят перебраться, или как, лезть на тот берег. Ради чего? Ну и тут Ткачук выдал. Выдал. Потужно. Ну, давайте з кінця. Мета. Власне, правий берег Дніпра, також контроль над Херсонщиною та Миколаївщиною – це великий амбітний проект, який хоче реалізувати наш ворог Російська Федерація. Наразі ми маємо постійний, скажімо, рух техніки на Кінбурзькій косі. Час від часу там з'являються ворожі автомобілі, як правило, там система РСЗО, зокрема. І звідти також і ми маємо велику кількість обстрілів, які по нашому місту Очаків, Миколаївщина.
Значит, он рассказывает о эти острова, это вот где Днепр впадает в море, там есть Кинбургская коса под контролем, она считается Николаевской областью, но под контролем россиян, и они бьют по Очакову. И там, собственно, много перемещения техники, и, судя по всему, они хотят зайти на правий берег і йти далі. І Сили оборони України активно діють на тій ділянці, зокрема корпус морської піхоти, Миколаївщина їхня домівка, і ця техніка ефективно знищується. Для чого потрібна ця операція Російської Федерації, армії Російської Федерації? Поступове захоплення островів дозволяє розширювати зону ураження для їхньої техніки, та, зокрема, для безпілотних літальних пристроїв, дронів, також міномети. Адже ефективна дія міномета – це від 5 кілометрів, а більшість з них на 5 кілометрів розраховані. Тому їм потрібно наближатися до потенційних об'єктів, яких вони хочуть знищити, а вони, наші вороги, наш противник, і має таку стратегію, вони хочуть знищити все навколо. Лише тоді не буде сенсу утримувати ці ділянки, перебувати там силам оборони України. І тоді вони зможуть туди зайти. Більше відео. Значит, смотрите, то есть тут можно по-разному относиться. Понятное дело, что водолаз Ткачук, офицер-водолаз, украинский военный, он обосновывает, ну, вот этим ответом на вопрос свою роль и свое там местонахождение и важность своей задачи. Безусловно, это важно. С другой стороны, мы видим очень четко, я вот серьезно хочу, чтобы к этому отнеслись, без какой-то критики, то есть задача: острова, подтягиваются беспилотники, подтягиваются минометы и уничтожают, то есть равняется с землей любые места укрытий военных, да, то есть эти места могут быть любые. Видео из Херсонской области, там прям рядом там дача Херсонская, когда женщина беседует с операторкой, оператором БПЛА о том, что вы здесь стоите, а по нам потом летит. То есть этому ярчайшее подтверждение. Она говорит: а как мне, а если я уйду, сейчас сюда русские придут? Ну, в общем, такая была перепалка. То есть задача какая? Занять, приблизиться поближе, да, вот ближе, 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 и потом вот это вот таким накатом дронов и орудий выбивать технику, личный состав, в общем, атаковать ВСУ. То есть этот процесс идет, и это очень важно отметить, потому что при всей там истории, что ой, да это невозможно, никто никуда не переберется, ну, человек, вы же видите, это военный, он так говорит, он просто говорит, изъясняется. По поводу дронов, они наделали очень много беды в последнее время и вызывают реальное опасение. Дрон долетел до Стеллы, Славянск, видите, это Стелла, вот, Славянск, это вот вчера сообщали, что прилетел прямо сюда. То есть, ну, это далеко, это въезд от линии фронта Донецкой области. То есть, он летит уже достаточно далеко, этот дрон, и дроны как бы модернизируются российской стороной. И точно так же, это такое тяжелое видео на самом деле, тоже у всех заставило задуматься. 21 километр до линии фронта, это Константиновка, летит спокойно, никто его не сбивает, никто не атакует. FPV-дрон, он так останавливается, увидел коробку украинскую с людьми и видит, что открывается люк. И начинает атаку. То есть залетает прямо в люк. Почему открывается коробка? Почему никто не увидел этот дрон? Что вообще происходит? Ну, почему не увидели, наверное, никто не ожидал. Да? Потому что, ну, давайте будем откровенны. Как можно увидеть 20 километров, где плюс-минус до этого момента чувствовали себя в безопасности военные, вот так свободно по городу перемещаясь? Только там разве что какая-то ракета, баллистика, что-то еще. А тут вот дрон, который четко, ну, вот так вот бьет. В пабликах таких проукраинских, военных, таких очень ультрапатриотических, просто неимоверный гнев. Мол, как так можно? Что вообще происходит? А потом мы говорим о потерях и соотношениях потерь. То есть это ведь абсолютно дурная потеря солдат, потому что ни у кого
не пришло в голову открыть, выйти и посмотреть вообще в небо. А что там над ними? То есть это означает, что нет никаких там ни радаров слежения, ни визуального контроля, ни какого-то технического контроля за небом за 20 километров до линии фронта. И, соответственно, уже за эти километры уже опасно передвигаться военным. Это вот такая серьезная история, серьезное новшество этой войны. По поводу оружия сегодня выступал Герман Сметанин, это руководитель Укроборонпрома. И вообще и в прессе сегодня писали в том, что Украина делает шаг такой революционный. И, судя по всему, в ближайшее время будет разрешен экспорт оружия из Украины. Официальный экспорт оружия. Об этом Forbes, по-моему, писал, или Independent, Forbes, кажется. Украинский Forbes писал об этом, что можно, да, вот теперь будет продавать. Сейчас Зеленский якобы дал добро. Чем опасна эта история и в чем смысл? Значит, есть оборонный заказ, да, и он поступает на какие-то предприятия. Гаражные, большие, малые, средние, тайные, скрытые, подпольные, мануфактурные, разное вооружение производится. Но этого госзаказа как-то вот там проблемы с выполнением. А предприниматели хотят, говорят, так мы хотим вот производить еще, ну нам же что-то нужно. А денег нет у государства. Ну раз денег нет, давайте мы будем продавать куда-нибудь, ну, на сторону. Дроны вот эти же, и там какие-то, что мы еще производим, да? И вроде как, ну, это запрещено исключительно потому, что есть тема с технологиями, происхождением оружия, и страна происхождения официально должна подтвердить это, что она согласна, чтобы вот эта страна продавала конкретной другой стране. Не просто разрешила продавать. С происхождением оружия сложно. Ну вот Герман Сметанин сегодня всех успокоил, говорит, смотрите, там 35-45%, ну, в зависимости от характера вооружения, мы вообще перевели всю армию на украинское оружие. Короче, продавать готовы. И параллельно с этим, это просто уму непостижимо, украинский военный паблик публикует вот такой пост. Правда, возмущается пишущий, ну это бавовна промпостач, да, то есть это, ну, скажем так, замаскированный человек под военного, этот паблик. Почему мины от Укроборонпрома не летают? Посмотрите на центровку. Центровка — это вот это отверстие, да, ну, условно, этой металлической чушке, ну, куда закладывается, ну, сам запал и вот это, как бы, взрывчатое вещество, да. То есть центровка. Центровка вот такая, означает, что там вот эта полость будет чем-то заполнена, и она должна вылететь из ствола, 120 миллиметров мина, и как-то вот точно куда-то полететь. Как-то точно куда-то полететь. Вот это мина от Укроборонпрома. Возникает вопрос, а кто будет покупать такие мины? Или это, знаете, опять как вот с пивом, да? То есть для внутреннего пользователя, есть на экспорт. На экспорт хорошее, потому что неправильно поймут, и на том рынке, куда там на экспорт, брать не будут. А на этом рынке сойдет. Можно и так. Проблем колоссальное количество. Ровно, внимание, как и с теми минами, которые, или там снарядами, которые мы получаем из-за рубежа, где там допиливают запалы, пытаются там бить молотком по этим снарядам военные, что-то делают. Кстати, случаются и эксцессы, когда там чего-то взрывается, потому что оно не вкручивается, не засовывается и так далее. Надо или обтачивать, или что-то делать. То есть проблема колоссальная. И в этой как бы проблеме нашли новую жилку денежную. Оружие продавать. Все украинское оружие. Кем сделано, как, по каким лекалам, по каким моделям. Неважно. Made in Ukraine. Поехали. Африка, Ближний Восток и так далее, и так далее. Ну, слушайте, хуситам уже, правда, продавать не будут. Сегодня Трамп вышел, сказал, что хуситы капитулировали, все, мы их больше не бомбим. Посмотрим, правда это или нет. Ну, это так, например, каким-то, не знаю, режимом в Центральную Африку, а почему нет? Были же уличены и ноты прям на уровне ООН от африканских государств о том, что какие-то группировки поддержаны тем или иным
ну не то что подразделением, ну давайте так, связанным с украинскими военными сообществом, получается, что теперь Украина будет экспортировать оружие. Очень интересно во время там, 4-го года войны, когда самим украинским солдатам не всего хватает для отражения атак на линии фронта. Вообще, конечно, психология украинского солдата это вещь такая. Психология солдата, душа потемки. Вот там вещает военный. Коли для тебе буде перемога в цій війні, друже? Та їй не буде. Не будет, говорит, победы. Как-то не потужно. Ну, не будет победы. Перемоги не буде. Ну, я не бачу перемоги. Тут вже стільки сили, ресурсу покладено, ну, типу, зупинитись ще зараз, це не перемога. Ми виграємо, що ми виграємо? Я не бачу перемоги. І такий, якийсь темне світло перед очима, що там далі перемога. Такого розуміння перемоги в мене немає, якщо чесно. Тобто людей не повернеш, землю не повернеш, тобто то все, що пережили. Там, побратими бійці, яких я бачу, в принципі, їхній стан, люди, яких я бачив ще дітьми, на момент. Значит, землю не вернешь, людей не вернешь, и он рассказывает о побратимах, ну, о людях, которых там он знал фактически детьми в свое время. Что с ними сейчас? Коли вони поступали, тобто там 18-19 років, я бачу, що зараз з цими хлопцями просто, да, вони виросли, змушали, тобто великою ціною, і за який час. За дуже короткий час це дає, тобто не бачу перемоги. Зрозумів. Тобто завершення війни бачиш? Ну і завершення, в якоїсь насправді, перспективі або припинення? Завершення не бачу по... Вічна війна. Да. Знаете, была такая песня, ну, про песни поговорим немножко дальше, безнадега.ру. Пели Иванушки Интернешнл. В то время, когда там все там, Кукла Маша, Кукла Даша, и там безнадега.ру. Вот это вот безнадега.ру. Победа будет, не будет. А как, война закончится без победы? Да и война не закончится. Вот будем вот так вот воевать. Вот такой посыл дает. Ну а что? Ну а правда, что людей уже не вернешь. Сколько в земле лежит и так далее. Вы знаете, и вот в этой безнадеге очень хотелось бы, ну, на фоне вот этих всех, этого ужаса без конца, отыскать хоть какую-то надежду. Сегодня Украина и Россия провели обмен. 205 человек с одной и с другой стороны. 205 на 205. С российской стороны нет пропаганды обмененным. Это мы отмечаем. То есть нет как бы хейта никакого, никакой ерунды такой нет. Там все просто уточняются списки, все как бы все очень, ну, без вычурности. Да, то есть короткие там заметки, сюжеты, что вот, ну, там, видеофиксация, что вот они приехали, вот такие списки, ознакомиться можно, там, ну и так далее. То есть не играют на этом со стороны России, со стороны Украины прям вот играют. Зеленский тоже на этом настаивает. И, ну вот если так разобраться, то Зеленский этому вот посвящает достаточно много внимания и времени. Вот его, например, там телеграм-канал официальный, да, вот здесь вот целый репортаж о том, что вот они на автобусах приезжают, побратимы с флагами встречают, флаги сразу раздают, вешают. Ну, этот обмен, кстати, все как бы такие, да, то есть разные части, разный возраст, но все очень живчиками выглядят, то есть прошлое, позапрошлое, там разные были убитые, скажем так, горем и физическим, понятное дело, состоянием люди, но в любом случае дома людей отпустили, людей обменяли на ровно такое же количество россиян. В любом случае это хорошо, для родных и близких это большая, очень большая, ну, скажем так, очень большая радость. Ну, тут он встретился с, в общем, экономического сотрудничества с генсеком, традиционный разговор с телефоном, значит, небо, как сбивать шахеды, они все думают, в общем, дроны, должны защищать страну от дронов, это новая тема, что пускать дроны, которые сбивают дроны, да? Это вот как противоядие вот тому эпизоду непосредственно вот тому, что показывали в Константиновке, что есть какие-то дроны-перехватчики, и будем развивать это направление. Также сегодня еще День сухопутных войск, он встретился. Но суть не в этом.
об отношениях между людьми, между, ну, вообще в этой военной среде и отсутствие или присутствие надежды. Сегодня Минобороны запустил очень своеобразный ролик с обмена пленными. Давайте его попробуем посмотреть, послушать. Видео, я сидел, да. А Бодовский со мной был. Я с ним сидел за Бодовским. Да, он живой, он со мной был в камере, он жил, здоров с ним. Все. Значит, пришла мать. Это убитая горем матери, это очень страшная вещь, это, которая... Она вот вроде как надеется, что ее сын в плену. Надеется, что он жив. И она не знает, жив ли он. Ну вот так работает. То есть ты не знаешь, где. Пропал без вести, а может нет, а может там. И вот она приходит к обмененным, и вот она вот с этим плакатом, сейчас увидите, то есть и ей обмененный солдат украинский посмотрел на фотографию, на имя и фамилию, и говорил, да, он жив. Да, он живой, здоровый. А Бодовский... А Крохмалюка нема тут? И все хорошо. Він тримається, він веселий. Да, он хороший. Я здорова. Я дуже рада. Меня просил вам передать, чтобы не переживали. Ну там сразу сзади там с другими фотографиями, а может этого видели, а может этого видели. То есть вы понимаете, какая у людей, ну это какой шок. И вот эти слезы матери, счастья. Сын у нее в плену военном, но он жив, и она счастлива. Ну, все хорошо, не переживайте, с ним все хорошо. Да, он здоров, все нормально с ним. А к какому языке он говорит? Это такой, конечно, скабрезный вопрос, да? То есть этот матери. Кремень, ты где? Смотри, только что обменяли украинского военного, и он с матерью другого, как оказалось, живого и военнопленного общается. Что-то непорядок. Жил, все, не болеет, все нормально с ним. Мы ему постоянно помогали, он все в порядке, все нормально, все. Не переживайте, все хорошо. Не переживайте, обмены каждый месяц. Он вернется. Дякую, що ви вернулися. Спасибо большое за благодарность. Привет из Варшавы. Вам тоже привет. Удачи. И вам тоже удачи. Спасибо большое. То есть у людей большое горе. Они не понимают. Они живут между небом и землей. Если погибший, то тела нет. Если не погибший, то в плену или нет. А живой ли, здоров ли там. То есть и люди, распечатывая вот эти фотографии, приходят на вот этот обмен. И знаете, что ну вот больше всего цепляет лично меня? И на эмоции выводит жуткие. Этот ролик делает, я не стал в конце показывать, короче, Минобороны с таким посылом, что всех вернем. Мать его, всех вернем. Верьте, это мы, Минобороны. Сняли, подложили сопливую музыку, отчитались. Ну, это государство. А какие чувства и эмоции у этой матери, да и у этого солдата, которого обменяли, ну, военнослужащего, что он дал ей больше в этой войне, чем вот это все потужная Минобороны, которая обещает вернуть каждого. Он ей дал надежду. А она жила до этого, ну, она же с надеждой жила, но она уже фактически могла отчаяться. Подолгу пребывают люди в плену. Тяжелое, конечно. Тяжелое видео. Ну и самое такое обсуждаемое последние дни, это, конечно... А как же вообще туда попадают? Хитростью. Вчера слили в сеть селекторное совещание. Оно там длинное, минут 10. Давайте короткий фрагмент. Житомирский ТЦК проводит планерку по Зуму.
общается, то есть с каждым там перекличка, всех там бажаю здоровья, и вот, собственно, руководитель, так сказать, переклички, офицер, они там обращаются по новые офицеры, рассказывает о методах, о том, что надо усилиться. Мы там какие-то предпоследние по Украине, непорядок, давайте больше. Больше даешь вот этих будущих слез матерей. Ну, в общем, ладно. То есть, как они... Методика. Законная методика. Всім зрозуміло. Тому не тільки на поліцію сподіваємось, коли вона приведе, або на групу оповіщення, а також і інші заходи. Це власники зброї, шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року. Значит, что он говорит? Значит, давайте поднажмем план, там минимум 60% плана надо выполнить, но не расслабляем булки, вперед, на полицию не рассчитываем, занимаемся. Чем занимаемся? Берем данные в полиции, кто владеет оружием, ну, официально имеется в виду, это люди, которые сдавали все тесты, которые, пистолет дома, официально зарегистрированы. К ним идем, оружие имеешь, стрелять умеешь, значит, ничего, сгодишься, туда идем. И вот тут очень такой скользкий момент, но очень важный. 2008 год рождения, он говорит. 2008 год рождения – это те молодые люди, мальчики, девочек еще пока не ставят на учет, хотя так присматриваются к этому решению, которые приписываются, ну, где живут, к местному военкомату. Смотрим, а что там за семьи? Что там за семьи? Потому что эти мальчики, они, кроме там анализов, вот это все рост, вес, там всякое, там, ну там оно меняется, там несколько раз надо приходить, там 16 лет, ну там 14, 16, в общем, ведут, да, вот как бы приписку эту делают, и они заполняют от руки автобиографию. Ну, то есть я такой-то, такой-то, родился там-то, там-то, там, мать учитель, там, не знаю, слесарь, отец. И вот надо брать эти анкеты по приписке, смотреть, кто к ним приходит. Они не могут не прийти. Им аттестаты не выдадут за 9 классов или за 11. Сейчас вот такое распоряжение. То есть, ну или подобные, скажем так, вещи. То есть школы обязаны в обязательном порядке, там медсестра есть в школе, они их, вот мальчиков туда, на медкомиссию, в военкомат, и оформлять все вот эти документы. І от треба туди смотреть, в ці документи. По автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків, шукаємо в навчальних закладах студентів, які вчаться і не мають права на відстрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Студенты, что-то там у тебя не сдал сессию, да? К тебе придет ТЦКшник. Це, я вже казав начальникам, це в авторія купляємо автомобілі у цих людей. І т.д. і т.п. Будь-які засоби, варіанти приветствуються, законні. І в тому числі це оповіщення через підприємства. Також запишіть, будь ласка, сьогодні вечором доповісти кількість заброньованих, які перебувають в розшуку у вас. Значит, забронированные, которые в розыске, это потрясающая история. Это прям можно отдельно. То есть вот человек бронь, но он в розыске. Ну вот и так бывает. Все очень работает, система крутая. На автория о чем идет речь? То есть человек на сайте продает машину. Ну, продает машину, автомобиль свой подержанный там. В общем, хочет. ТЦКшник берет объявление, звонит, говорит: здрасте. Жигуль ваш? Мой, говорит, Жигуль. Сколько хочешь? Там, $1000. Ну, или там, не знаю, $800. Или там, в зависимости, какой Жигуль, какой модели. Да? Хорошо. А можете показать? Слушайте, могу. Ой, так я приеду. Ну и все. План чуть-чуть ближе к выполнению 60%. Законный, он говорит, законный способ. То есть, намахать тебя – это законно. То есть, к какому глобальному выводу мы приходим? Да? Намахать – это законно. Реакция официальная Житомирского областного ТЦК на это бесценна. В общем, это стандартное, это до уваги громадськості, в общем, такие стандартные фразы. Что они тут пишут? Они пишут о том, что
действительно это было. Действительно это правда. Только вот эту беседу взломали хакеры. Российские. Представляете? Сидят такие в Житомире, ТЦКшники, вот эту вот ерунду все обсуждают. Перекличка у них там долгая, минут на 5-7. Это вот там минут тоже там, не знаю, там минут 6 обсуждают. Вот эти все вещи. И какой-то российский хакер раз там это все взломал систему, проник к ним в Zoom и записал это видео. Для чего? Чтобы дискредитировать работу ТЦК. То есть это правда, но это дискредитирует, ну, срывает мобилизацию. То есть это вот так. В каком королевстве кривых зеркал мы живем? Что это за ересь? То есть если это правда, признайте, это правда. А что так получилось? А что не так написали? Ну, чтобы, видимо, областной от там, центрального командования не получил по шапке, что какой-то из этих ТЦКшников записал видео на Zoom и слил его в сеть. Вот эту планерку. Чтобы теперь украинцы четко знают, что ага, и продавать машину должна жена. Ну или показывать машину должна жена. Хотя там переоформление в сервисных центрах МРЭО там бывших тоже такая же история. Львов. Видео, которое поразило сегодня всех, традиционное, да, видео. В общем, вот я просто заметил в последнее время. Павел Израиль, держитесь, люди, скоро лето. Держимся, спасибо большое за поддержку. Они его потянули, и у него кроссовок слетел в этом Львове. Вот они втроем, как могут. Тот падает на землю, и так, и сяк, и наперекосяк. Кроссовок остался воткнут в забор. Но они продолжают делать свое правое дело. Как он там говорил в Житомире? Разыскиваемые, бронируемые. То есть у человека есть бронь, но она, видимо, не подтверждена, потому что там сроки истекли, была перемена в законодательстве. Не всех забронированных раньше, да, то есть они вот просто тянут, как, не знаю, как мешок, давайте подберем слово, с картошкой. А человек прилично одет, у него там, ну, видно, что он обычный молодой человек. Но вот эти трое, они на него набросились и подтверждают слова президента о том, что вообще единичные случаи, и у нас бусификация, и никто никого в бусик не запихивает. Долго с ним вот это вот муздыкаются, уже вот и так, и сяк пытаются этот весь процесс провернуть, но все-таки за руки, за ноги, и вот она дверь, так сказать, в счастливое завтра. В добровольческий, скажем так, отряд украинцев, которые хотят воевать. Вообще, ну, понятно, сели, уехали. Вообще, вот это вот последнее время, последние видео, они немножко поражают. То есть, когда никого нет вокруг, да, и они вот это вот, несколько человек набрасываются, люди как вроде как замирают, то есть, да, они, ну, это оцепенение какое-то тоже происходит. Разные психотипы у людей, то есть, они не то, что там бегут, не могут уже, может, бежать, или там еще что-то. Вот это тоже за этим самым, за домом во дворе, да, то есть, за домом во дворе это все происходит, то есть, безлюдное место, поймали парня. Это все в Горишних Плавнях происходит. До 2016 года город назывался Комсомольск, Полтавская область. Ну, вот такая вот тоже еще один единичный случай вот этой бусификации. То есть, смотрите, это все правда, но это ИПСО. Вот правда, но ИПСО. В такой шизофрении мы живем сегодня. То есть, правда, звонят по объявлению тебе, но если ты там об этом говоришь, это ИПСО. Луганск фильм в Горишних Плавнях, так сказать. Сегодня еще одно событие, которое тоже мы сейчас поговорим, проанализируем, почему вот это вот, почему это работает. То, что есть, то, что ты видишь своими глазами, то, что происходит вот официально, называют каким-то российским вбросом. В Черкасах
захватили храм сегодня. Що ви робите? Чому ви розмовляєте? Як чого воно так само на кухні? Він погрожує, двері нам ламає. Навіщо ти ламаєш двері? Іди за собою. Можете якось На якій підставі ви це робите? Значит, это представитель, это представитель ПЦУ. Там есть видео еще, где он заходит в алтарь, он пытается открыть двери навстежь. Вокруг полиция, вокруг, собственно, все по закону. Вот смотрите, да, вот ПЦУ заходит в этот храм. Женщина пытается как-то воспрепятствовать, говорит, что ж вы делаете? Не понял, матушка или прихожанка, скорее всего, прихожанка. Но, в общем, пытается как-то говорить, полиция, почему вы ничего не делаете? Он двери нам ломает. Поліція, ви... чого ти мене можете чіпаєш? якось На зробити? якій підставі ви до мене чіпаєте? Не чіпайте за руки, будь ласка. Відійди. Нашу матушку Поліція, Анастасію. ви повинні Поліція. прекращати, а не робити війну. Ви- Що ви будете здесь? Ну навіщо двері відкриваєш? Вони відкривають, тоді зайдуть всі, зайдуть сюди всі. Навіщо? Так ви в соборі. Вони в соборі розворотили весь алтарь. Ну вони, так ви дозволили їм зайти, ви дозволили їм відкрити двері. Я його не чіпаю, хай. Значит, почему мы, да, вот дослушивали до этого места? Потому что есть, да, есть еще видео оттуда. То есть подходит, ну, это полиция диалога, те, которые там, когда какие-то эти, они там пытаются что-то вразумить человека. Говорит, а почему вы трогаете представителя власти, ну, полицейского, правоохранительного органа? Говорит, я не трогала его, я это мешала. То есть вы понимаете, в каком праву? А что вы трогаете представителя власти? Вообще не прикасаться не имеете права. Смотрите, вот все, полиция тут, все нормально, все законно. То есть, ну, вот так выглядел двор, да, вот непосредственно. То есть люди вот здесь собирались, их закрыли ворота, никого не пускали, да. Что делали люди за, получается, территорией самого храма? Они молились. Значит, позже прибыл там, владыка Феодосий, который от Украинской Православной Церкви. Тоже очень, очень интересное и показательное видео. Вот он прибыл сюда. Понятно, все к нему с уважением. Да, и как бы он пока как-то паству окормил, пока там всех благословил, надел на молитву. Это очень долго, скажем так, происходило. И он попытался зайти в ворота. Ворота закрыты. Он говорит, позовите кого-то, откройте. Не откроем, говорят. Ну и, собственно, давайте через калитку, подсказывает кто-то. Ну, видимо, тот священнослужитель, который внутри находился этого всего процесса. И вот он пытается, митрополит, владыка, пытается зайти в храм. Відкрийте калітку, ребята, ну що ви вже? Тихо! Хлопці, ви хто? Українці чи хто ви такі? Дмитро, дайте митрополита йти. Підожди, хто? Хай митрополита дайте, ребята, ви що? Ви українці чи хто ви такі? Все, хай закрий, все. Закривайте. Вы украинцы? Или кто вы такие? Вопрошают из толпы, продирая туда вот этого митрополита через эту калитку простые люди, прихожане. Закривай, зайшов, та і все, чоловік. Що ти робиш? На якій підставі ти знаходиш? Ти на якій підставі тут знаходиш? Які громадські? Ну, это уже митрополит отчитывает полицейского, мол, что ты здесь делаешь, почему не пускаешь. Ну, видимо, там начальник наряда полиции, который там, вот это все, да, как бы... Что происходит вообще, да, то есть всех, он там задает вопрос митрополита, а земля чья, территория чья, где ты, да, то есть что ты делаешь? Но все точки над «и» расставил в этом процессе мэр города Черкассы.
Мэр города Черкасы. Давайте послушаем. Дивіться, є пропозиція зараз, щоб тут усе було відповідно до чинного законодавства, просто описати майно і добровільно це все, щоб ви передали громаді. Значит, есть предложение. Просто. Ну, то есть, смотрите. Вообще, конечно, это... Слушайте, я не думал такой. Я тоже там любил в детстве фильмы там про 90-е, там вот этих всех. Ну, такой нормальные люди, такие джинсики, такая курточки с ним, помощнички тоже такие все. Значит, смотрите, давай по-хорошему. Есть предложение. Сейчас заходим, переписываем там все, что там есть. Ну, нормально передаем церковь, и все. И хорошо. Всем будет хорошо. Що ви представляєте цей приклад? Під контролем поліції. Під контролем Правоохоронних національної поліції, щоб все було, щоб не було ніяких сутичок, тому що ви зараз будете робити, я думаю, що картинку для російських телеканалів. Зараз То есть эти люди, мало у них забирают храм, у прихожан. Мэр говорит, вы сейчас будете делать картинку для российской пропаганды. То есть вдуматься, да, то есть вот это все, наслоение идиотизма. Вы сейчас картинку будете делать для российской пропаганды. Драться тут, вот это все, вот это отбивать. Не надо, давай спокойно, перепишем имущество и отдадим. вже ви перезвонили в Красногірський монастир, там збираєте вже прихожан, які до нашої громади ніякого відношення не мають. Зараз вони на автобусах будуть їхати. Ми це все фіксуємо. І ви працюєте виключно на ворога, ми це розуміємо. Значит, ты на врага работаешь. Там есть монастырь, к этой территориальной громаде, ну то есть к общине, не имеют отношения эти люди, вы их сейчас сюда привезете и, в общем, работаете на врага. А я вот сидел и думал, а в чем эта украинская православная церковь работает на врага? Автобусы организовывают, по храмам ездят, представляете? По своим храмам работать на эту российскую пропаганду. Абсолютный взрыв мозга, что происходит в Черкасах. Ну, дальше интересно, потому что люди не молчат. Ми зараз це опишемо майно, добровільно це все. Якщо ви не будете передавати, тоді ми не будемо штурмувати, не хвилюйтесь. Ми будемо звертатися в правоохоронні органи зараз, і правоохоронні органи будуть діяти відповідно до норм чинного законодавства. Ми знаємо, що зараз ви прозвонюєте, там людей збираєте, які до цієї громади, яка живе на митниці, жодного відношення не мають. І до Черкас. Можете записувати з задоволенням і робити, що хочете. Ну, ви ж бачили, скільки на вихідних буває на службі людей. Як вони можуть не Я знаю, належати до скільки живе на громади? митниці людей, і скільки людей проголосували за перехід. Я це знаю, А так. що це говорить о тому, що на будучий рік люди не прийдуть сюди? Прийдуть. А Точно повинні прийдуть. хіба просто Значит, в чем спор? Он говорит, а вы подожди, вы же не видите, что храм полон там на Пасху, там на праздники какие-то большие? Говорит, я не знаю. Я знаю, сколько живет людей. Ну, Мытница имеется в виду там район, да? Я знаю, сколько живет здесь людей. И я знаю, что большинство проголосовали за переход в ПЦУ. Вот что знает мэр. повинні громадяни будь-які проголосувати, чи прихожани храму? Патріархат, що ви бред кажете? Віруючі. Не розумієте? Якийсь український патріархат? Значит, четкий вопрос звучит. Так мы среди прихожан или среди всех граждан проводим опрос? Да, то есть понятный вопрос. Вообще-то это среди прихожан, то есть приход в церкви, там вот он собрался. Есть, кстати, примеры, что абсолютно мирно, спокойно, действительно прихожане в отдельных районах, без вот этих захватов, они просто приняли такое решение, и никто из УПЦ не воспротивился этому. Поменяли, грубо говоря, себе священника, да, место осталось тоже, и ходят в эту церковь. Есть такие случаи. Я не говорю, что вот повально все вот так. Но этот же мэр и там его помощник говорят о великом слове патриотизм. Патриотизм должен быть. Ну и мужик не выдерживает с бородой, говорит, о каком патриотизме вы говорите? Это же вообще Константинопольская церковь. Який український патріархат? УПЦ Константинопольський патріархат, якщо ви це розумієте. Якщо ви не розумієте. Ми не відбираємо, Ходять сюди, ми моляться. вільні, За вас Я вообще хотят нашу каноническую церковь. Такий бред Я не кажете. думаю о политической организации. Я в каноническую церковь. Под какое вы право имеете Так ви у можете меня отбирать мою ходити, церковь? у нас всі храми в місті Черкаси відкриті, ви можете ходити, молитися, Молитися. Богу молитися, а не священник. Так ви можете піти до мусульман помолитися Богу також. молитися. Чого ви не ходите до мусульман? Можемо до мусульман Підіть, Бог якщо у вас єдиний. немає різниці, куди ходити. Бог єдиний. Єдиний? Бог Так. єдиний, так. Так. Ну, в общем, не выдержал черкасский мэр этого
ну, философского, богословского разговора, в том плане, что иди Богу молись, а не священнику. Ну, тут сразу получил оплеуху, мол, ну, пойди как бы в мечеть помолись, или там к мусульманам сходи, Бог единый, да, ну, есть такое представление, что все, давай, почему вы так... В общем, было потом обращение Феодосия, храм захватили, то есть не смогли отстоять этот храм по состоянию на момент нашего эфира. Вот такие дискуссии, собственно, в Украине по поводу религиозного вопроса. И вопрос, который вот так просто, вот так они решают. Значит, давайте мы сейчас мирно, по-быстрому, и все. Да? Нет, не хочешь, ну, Бог, да, все, патриотизм должен быть. Какая церковь? Патриотизм. Вообще с этим патриотизмом вообще, скажем так, обурели, можно сказать, люди. Но есть разные случаи, они бывают по-всякому. Вот, например, видео из зоны отдыха в городе Одесса, где сидели две молодые, ну, женщины, и как бы пришла компания женщин постарше. Я сейчас выкину вот это. А вот вы откуда? Вы не одессит. Вперед сюда. Пожалуйста. Все, подняли свои задницы и вышли. Приезжали наглые, понимаешь? Я народилась, выросла в Одессе, но Значит, встретились два поколения одесситок. Одна вот на украинском говорит, и, в общем, какой-то, видимо, произошел конфликт, и вот эта, которая там помоложе, вот это мы видим ее кадры, она начала снимать женщин, которые там как-то сделали замечание и начали спорить с ними. Так, все, сейчас выведите отсюда пробка. Здесь место дадите. Вы не маєте право. Нападіть на собаку, на людину. Мы будем трогать. Смотри, какая нахуй. Да, корова, давай. Кто я? Корова. Ты бы не давала Одессу. Не лялякалась. Зачем я сейчас продаю? Русскоязычное население, дура ты. Збирай манатки, пиздуй в Москву. Пиздуй ты, Киев. Ты в Ивано-Франковск. Во Львов пиздуй. Ну, в общем, начались две одесситки, начали спорить, кому в Ивано-Франковск, во Львов, а кому в Москву. И кто здесь хочет Путина, кто Путина не хочет. Тут делать нечего, тебя вышвырнут. Ты не думай. Маша, все, это вот это вот. Тут так, Света, пусть один здесь. На здоровье. Все придет на круги своя. Вот так. Путину привіт передавайте. Да, и ты будешь пиздовать во Львов. Попиздуешь, да. Дура. Ти мене відправиш у Львів. Да, да ты мне нужна. Пачкать я тебя буду. Ну ты меня отправляешь в Москву? Ти ж Путіна тут чекаєш? Нормально, Русский город, дура ты. Дура набитая. Русский город. Да. Ну проститут. Конечно. Ну, началось вот это любимое, там, проститутки, там, ну, вот это все. Вот такая вот встреча поколений. Ну и все было бы ничего в этой ситуации. Если бы не было вот этого еще момента, когда молодые, ну там, девчонки, да, и вот это пожилые не схлестнулись, так сказать. Мене руками. Хвора на голову. Сейчас вот это вот. Давай. Ну, да, не руками, а вот этим. Давай. Вы розумієте, що ви робите? Чего вы их делаете? Зачем снимаете? Иди шварить. Потому что вы нас трогаете руками уже физично, пани. Ну, то есть, что мы видим на этом эпизоде? Проблема вся и вот этот весь конфликт из-за того, что женщинам в возрасте не понравилось, что их начали снимать. Да? Понятно, в каких целях. То есть, без видеофиксации, без вот этих сторис, получается, у нас уже ничего не может, ну, никто не может решить и договориться между собой. Представители вроде как эти прогрессивные родились в Одессе, выросли в Одессе, ну говорите на украинском, говорите. Вот пришли бабки, нас выгоняют из беседки, а мы не хотим идти. А те вот все равно пришли. Ну так старше, ну уступи старшим и уйди. То есть элементарно, то есть нет никакого абсолютно уважения и понимания, толерантности, терпимости друг к другу. Может, женщины в возрасте не правы. Вполне допускаю. Может, действительно правда на стороне
вот этого юного поколения, там, 2 дам с собачкой, которые схватились за телефон и начали вот это снимать и фиксировать для того, чтобы потом на весь интернет раздувать. Но есть же определенное воспитание. Тебе человек сказал: я не хочу, чтобы ты меня снимал на телефон. Повернутые с этими телефонами. То есть нет разговора с людьми друг с другом. Давай я тебе сразу буду снимать. Сразу вот, так ты тут по-русски говоришь, так ты тут вот такой, вот, ничего себе. Представляете? Но это просто одесситки. Помладше и постарше. Вот так поругались, там, обматерили друг друга. Там, ты Путина любишь, а ты в Ивано-Франковск, а ты в Москву чухаешь, что тут делаешь. Все станет на свои места, сказала в пылу страсти мудрая женщина, только, по-моему, отсутствие какого-то элементарного такта и воспитания уже не станет. С этим надо что-то делать. Отсутствие такта и воспитания, оно прежде всего закладывается с детства. Новость, которая разрывает просто изнутри. Есть в Днепре такое издательство «Абрикос». Писательница Юлиана Караман. Она живет в Шотландии. Написала книгу. Да, ее издали. Там крупный, не крупный тираж не указывается. Издательство Днепра «Абрикос». Детская книга «Будиночок мрії». На украинском языке нормальная книга. Они уничтожили тираж, потому что эта писательница ведет свои страницы в соцсетях по-русски, говорит, что она там гражданка большой этой страны, да, какой-то свободной большой страны. По-русски ведет соцсети, мнение там какое-то. То есть они заключили, и выяснилось, что она вроде как на русском написала «Домик мечты», они потом перевели на украинский, издали книгу и должны были уничтожить тираж, потому что она, видите ли, не таких каких-то взглядов или по-русски ведет свои соцсети. До какого маразма мы докатились? То есть это труд, книга – это труд. Мы теперь уничтожаем украинскую книгу, которых и так немного для детей в Украине издается, тем более там при современных живых писателях, которые там чувствуют веяние эпохи и могут писать детскую литературу. Это важно. Они уничтожают из-за того, что она там какая-то такая плохая. Причем аргументация публикации просто сумасшедшая. Говорит, есть какое-то книжное сообщество, которое вот мы не досмотрели, а книжное сообщество досмотрело, что это какая-то плохая Юлиана Караман, а мы тут издали ее книгу, уничтожаем в топку к такой-то матери. По этой причине. Это вот о консенсусе, это вот о согласии, это об этом. Ну и в завершении, в продолжении, чтобы закрыть эту тему, понятно, что есть много важных там, разных тем, но даже в эту историю попала блогер Анна Алхим, тоже из Днепра. Значит, у нее там вообще интересная история, у этой блогерши на самом деле. Значит, интересная она в чем? В том, что, ну, как бы, она давно, а у нее задача такая, то есть, ну, как задача, у нее такая стиль такой, да, она слушает русские песни, не новые русские песни, а русские песни, те, которые там она помнит, значит, и она попала в какой-то жуткий скандал. Значит, в чем заключается скандал? Началось все немножко раньше. Она, собственно, ну вот, там, это как бы, это не совсем политическая тусовка, но вы поймете, почему я об этом сейчас говорю, потому что, понятно, там Анна Алхим, там есть куча скандалов там, с любовником, с каким-то ее личным как бы, прошлым, понятно, что она там такая достаточно экспрессивная тоже, но это вот это блогерши, на них подписываются многие люди,
Они транслируют лайфстайл. Без этого невозможно общение в соцсетях, без этого невозможно вообще медиа как таковое. Но и периодическая травля есть таким элементом. Но, по-моему, тут уже переходят все грани. Значит, блогерша Анна Алхим скандал устроила на крестинах ребенка Стаси Макеевой. Она демонстративно оказалась петь по-украински. Стася Макеева — это тоже блогер из Харькова. Такой же инстаграм-дива, в общем, да, то есть с прошлым, с аудиториями, эти все дамы, они с аудиториями. Значит, она там что-то закатила глаза и пробурчала что-то себе под нос. То есть пишут об Анне Алхим. Она устроила скандал, закатила глаза, пробурчав что-то себе под нос. Так выглядит скандал, по мнению авторов. В сети ее назвали токсичной деграданткой, вспомнили любовь к Басте и Тимати, посоветовали прочесть «Холодный Яр». В ответ на Алхим назвала украинцев, которые ее критикуют, терпилами, пожаловалась на угрозы, с явным сарказмом выложила в Инстаграм фото для памятника. Фото для памятника — это вот это вот. Она пишет: если меня убьют, эту фотку на памятник хочу, чтобы вы поставили. Примечательно, что это все появилось, фото, чтобы меня убьют, имеется в виду вот этот, скажем, пост, что Ирину Фарион убили, а Алхим слабо. То есть вот такие умники, да, вот такие умники непосредственно есть. В чем же вина, да, то есть вообще как бы устроила скандал. Давайте посмотрим на этот скандал. Вот, собственно, как так это выгляделось. Итак, есть вот эта Стася, да, Макеева. Она родила в сентябре прошлого года ребенка. То есть у нее там мальчик и девочка. И она вот устроила крестины. Позвали всех. То есть война, 4-й год войны, зал, красивые шарики, крестины детей. Ну, они как бы блогеры, инстаграмщицы с аудиторией могут себе позволить. Там ведущие с дебильными конкурсами. И вот, собственно, как это все выглядело. Итак, ти маєш заспівати будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Значит, вот этот эпизод, это она устроила скандал. Ведущий ей говорит: ты должна любой трек спеть, но по-украински. Она вот это так вот возмутилась. Видим, да, баннер, хрещение. То есть хорошо гуляют крещение. Это не так, как там, не знаю, там, моих детей мы крестили. Собрались в церкви, пошли, накрыли стол, посидели, вот все как бы покрестили, да, с кумовьями. Нет, тут вот помпезно все. Ну, блогеры, что поделаешь. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. Значит, не гимн Украины, потому что даже если ты его знаешь, давай не гимн, давай, спой что-нибудь. Спой, Алхим, нам что-нибудь. Да, і сердючка може бути, наприклад. І якщо... Да, ну це може бути червона рута, це може бути... Я цариця, у тебе ж є. Она, в общем, не спела. Скандала нет. Она просто не спела по-украински на вот этом публичном, околозвездном мероприятии. Все. А вообще у нее грех какой страшный. Она, представляете, почему она такая скандальная и одиозная? Да все потому, что она вот попала в скандал когда-то, да, вот, тоже не так давно. Значит, под Басту выложила пост. Значит, поймала волну хейта после поста под трек Басты. Выложила трек Басты, прыгает радостная и счастливая у себя там в доме. Выставила радостный пост на утро после массивного обстрела по Киеву. Комментарии говорят сами за себя, и понятно, что там есть комментарии. В общем, в чем ее обвиняют? Да? В том, что она там вроде как... Ну, за нее многие в соцсетях заступаются, многие там не заступаются. К чему это все? Причем здесь политика и вообще Анна Алхим как таковая. Человек, который, ну, не идет по этому тренду, но есть какое-то сообщество, опять, да, какое-то сообщество, которое, вот как сообщество книгоиздателей, книжное сообщество,
нашли, что вот эта писательница вообще как-то так не так мыслит и по-русски пишет у себя в соцсетях. Тут Анна Алхим, множество там разных историй, скандалов, вот это там любовники, вот это все, вот это, там, это она когда-то говорила, там мужик должен зарабатывать 600 тысяч евро, ну или там 600 тысяч гривен в месяц, или какие-то такие, вот это были у нее интервью, это все следят, там путь там тяжелый, понятное дело, что там это все, лайфстайл тоже. Она просто не прогнулась под эту систему, а вся тусовка прогнулась. Все прогнулись, и все вот, давай это там украинскую, говорит, ну не могу я по-украински. Я не нарушаю, говорит Анна Алхим, законы Украины. Я не нарушаю. То есть у нас есть Конституция. В Конституции написано как бы все привилегии русского языка. Имеется в виду, что его защищают. Я веду свои соцсети так, как я хочу. Вы приходите с украинскими флажками, хотя внутри вы плохие люди. Но я не могу поставить этот ответ, потому что там, понятно, отборный мат тоже. То есть и это общество, получается, вот это, вот, они тебя выдавливает тебя. Выдавливает. Хотя большинство молчаливое тебя поддерживает. Но сказать в поддержку никто ничего не может. Давайте санкции на Анну Алхим наложим. За то, что она не спела на крестинах песню на украинском языке. Понимаете? Причем при уровне достатка, позиционирования, поле, она может спокойно сесть, уехать и жить себе где-то в другой стране. Но она здесь, она четко говорит вот этим всем кричащим в комментариях, что вы хуже Путина. И вот тут она права. Вот тут как бы ее тяжело не поддержать. Вот такой вот шум, друзья, вот так пошумели. Всем большое спасибо за то, что поддерживаете. Спасибо большое за то, что, значит, оставляйте и в сообщениях, скажем, свою поддержку в суперсообщениях. Чучундра пишет в своих последних интервью. Такер говорит о том, что именно Трамп начал войну в свой первый срок. Зачем он так говорит сейчас? Ровно для того, чтобы Трамп ее закончил. Он как бы начал, он и закончит. Я считаю, что там глубинная стратегия вот эта. Там нет перемены позиций. И мы это понаблюдаем по 9 мая по перемирию. Позиций, смены позиций нет. Мне так кажется. Подведем итоги нашего опроса. Начнется ли перемирие ко Дню Победы? 9% нет. Украина ударит прямо по Москве. Небольшая вероятность, но есть. 11% да, но сорвется без ударов тылов. Имеется в виду, что примерно то, что мы видели на Пасху. То есть будет объявлено, все вроде как согласятся, но будут постреливать без таких ударов как бы дальнобоем по тылам. 21% да, будет тихо. Ну и 59% будут бить, но не по Москве. Да, Алекс, Украина сейчас это роман Джорджа Оруэлла 1984, печаль. Так и есть. Так и есть. Вот об этом, поэтому мы и встречаемся, поэтому мы как бы и говорим об этом. Поддерживайте, поддерживайте сердечками, потушно, да, действительно. Привет из Сербии. О, Риста Дука, привет вам тоже в Сербию. Очень приятно, замечательно и здорово. Это просто, ну, как бы здорово, что Сербия тоже на проводе, Сербия тоже на проводе, и Сербия тоже на связи. Значит, ага, у нас тут есть обновление новостей, друзья, пока, да, вот я тут сворачиваю эфир. Польша разрешила Фица пролет над своей территорией, сообщают СМИ. МИД Польши заявили, что посольство Словакии в Варшаве запросило дипломатическим каналам решение на полеты правительственного борта с 8 и 9 мая. Вместе с тем, там раскритиковали, конечно, решение, но вроде как разрешение есть. Фица едет. Вот так вот. Мы давайте, скажем, подытожим. Действительно, взрывы в Днепре сейчас тоже публикуют последствия. И важная тоже такая новость. Вот мы провели наш опрос. А есть еще опрос этого букмекерской конторы, известной Polymarket. После подписания ресурсной сделки букмекеры снизили вероятность перемирия между Россией и Украиной в 2025 году с 67% до 50%. Логика понятна, но
так или иначе, в принципе, логика в этом есть, но все равно хочется все-таки чего-то нелогичного. Ну и еще одно сообщение, значит, Украина начала третью масштабную атаку беспилотниками территории России за последние 24 часа, сообщают мониторинговые паблики. Сообщается, что Украина запустила не только дроны вот по России, примерно этому маршруту, а еще и Нептуны сейчас отправятся в Крым. Так что неспокойная ночь у нас в любом случае. То есть, как говорится, о чем пошуметь. Ну, пример Канады здесь, да, здесь говорит, просил Трампа не называть 51-м штатом. Ну, кто ж этот Трамп такой, чтобы брать или не называть? Давайте перенесемся к вашим вопросам, общению с чатом. Значит, Лариса Цимбал пишет: Шелест профан, учи законы Украины. Законы Украины какие? И в чем я профан? Поясните, пожалуйста. Спасибо, Александр. Спасибо, Ольга, и вам тоже за общение и за, конечно, за поддержку. Так. Вопрос. По мере ухудшения, Лина спрашивает, по мере ухудшения ситуации Украины будет усиливаться террор технологии бандеровцев не только в России. Может ли достаться и белорусам, как некогда в истории полякам? И белорусам не может достаться. Ну, в плане там общественного отношения, я думаю, уже нет. Это все как бы волна хейта не поддерживается, потому что это невыгодно. Потому что там еще увеличивать границу не то что напряженности, а прям если боевых действий, то это абсолютно, это катастрофа. Если еще со стороны Беларуси начнется война, то Украина просто не выдержит, и все это понимают. Поэтому самое разумное поведение сейчас с белорусами демонстрирует как раз-таки Киев. И вот эти удары, которые там, третья волна, еще волна беспилотников, как раз-таки и являются, на мой взгляд, мне так кажется, вот таким громкой прелюдией к какому-то перемирию, потому что Трамп перемирие поддержал, украинская сторона нет. Почему в неосвобожденном Луганске? Ну вот я в смысле, да, или что, не в освобожденном Луганске? Ну, я оказался в 2014 году на другой стороне. Физически. Значит, Шелест с гордостью сказал про Нептуны на Крым. Прям горжусь очень, друзья. Вот эти ваши интерпретации, это, конечно, замечательно. Киевская лавра, согласно пророчеству, наполнится украинскими бесами. Ну, понятно. Значит, с кем переговоры? Есть выгодополучателей. Гроши гребут лопатой. Да, действительно. Александр, спасибо за шум. Слышен аж в Одессе. Одесса с вами. Спасибо, Одесса. Крепитесь, берегите себя. Значит, вопрос. Анна Жук. Будет ли еще совместный эфир с Павлом Щелиным, Константином Бондаренко? Может быть, да, будет. Немножко там раз в месяц не получилось. Но все-таки май, дела, мероприятия разные. Думаю, что будет. Вопрос. Щелин говорит, что у Украины был один шанс на государственность. Знак вопроса. Нет, причем здесь один шанс на государственность? Это не один шанс. Шансы были в истории Украины на государственность полноценную, просто ими не воспользовались. Так, Мытищи, да, привет в Мытищи. Значит, так, Питер смотрит, спасибо большое. Какой Крым, проснулась Украина. Ну, Саша, война закончится до осени 25 года, деньги у всех кончатся. Думаю, да, думаю, закончится. Владимир, я здесь с вами солидарен. Но не то чтобы закончится. Они там могут еще как-то разным образом это все сопоставить, но деньги кончаются, ресурсы тоже, действительно. Тут я с вами согласен. В этом году точно все кончится. До осени я разделяю вашу точку зрения. Мне кажется, сейчас вообще должно все пойти на спад после этого перемирия и быстро сойти на нет. Хотя мы находимся на определенном, ну, таком пике, что ли, всего происходящего. Потому что
тут же какая еще играет роль? Россия не будет. Она сегодня сообщения шли, что перемирие в силе, да, с 0 часов 8 числа до 24 часов 10 числа. То есть они не будут бить во время перемирия. Но вот эти удары, которые сейчас наносит активно Украина по как бы глубинке, и в том числе по Москве, Московской области, они будут, ответ на них будет. Какой, когда, вот тут уже вопрос. Поэтому единственный шанс, что просто это все нужно быстренько свернуть и не закончить вот это 3-дневное перемирие, согласившись на него. Потому что если сорвать или как бы продолжить, или не согласиться на перемирие, то опять будет виток эскалации, которые будут уже гасить. Американцы гасить. И будет им куда сложнее, потому что они в этой ситуации не могут отвергнуть, например, и заставить Путина, да, изменить свои условия. А в той ситуации после тех ударов, вот же в чем вопрос. Вопрос. Саша, отвлекитесь от политики, вы бывали на концерте ДДТ? Да, я был на концерте ДДТ в Луганске. Потрясающий концерт. Качество звука меня впечатлило необыкновенно. Шевчук, тогда, понятное дело, это было сколько лет назад, слушайте. Да как бы 15 было где-то так, да? На площади, мощно. Еще был день крещения Руси. Тогда украинская группа Sky, братья Карамазовы и ДДТ, там по разным городам еще какие-то были группы, но эти были основные, они ездили по городам Украины и праздновали юбилей крещения Руси, да? То есть 1020-летие. И вы знаете, это, конечно, было мощно. Это было очень здорово, это было мощно. Вот такой тур в поддержку. Народу была тьма в том Луганске. Качество звука потрясающее. Качество выступлений просто супер. Все были молодцы. Понятное дело, из этой троицы, которую я назвал, моя любимая группа, это ДДТ. Стоп, ДДТ был отстоем, Арию слушал же. Нет, Арию понятно, ДДТ, конечно, любимая группа. Да. Значит, не знаете, как решился вопрос насчет Колобка и сказки? Как у нас, как говорил Зарян и Шкиряк, повоняли и забыли. Так. Афины с вами. Браво, Александр. Спасибо в Афины. Спасибо большое. Роман Агиенко. QRZ, задает знаки вопроса. Это радиолюбительская аббревиатура, когда всех зовешь. То есть там QRZ, сокращенный код, когда всех призываешь к себе в эфире. Да, есть такая история. То есть DX это типа дальняя связь, люди издалека, а QRZ это вот так. Шевчук вражина. Шевчук не вражина. Он любит Россию, он любит свою страну, но он против войны. Получается, против войны, значит, вражина. Вот такая странная история. Почему не баните провокаторов в чате? Нет модератора, поэтому не хочу вот это сидеть и еще такие, знаете, вот эти там километровые паузы в эфир включать. Тем более, а зачем банить, понимаете? А смысл банить? Забанишь одного, придет, нарисуется другой. О, да, привет, я УБ9 ЦВТ. Да, очень приятно, здорово. Саша, вы обижены на Чаплыгу? Нет, ни в коем случае не обижен. Вообще ни на кого не обижен. Абсолютно. Это жизнь, путь, дорога. То есть иногда пересекаются, иногда наоборот расходятся, иногда по пути, иногда не очень, но всему свое время. И лично никаких абсолютно нет, никаких ни к кому, я подчеркиваю, там по экспертам, там же, понимаете, в чем дело? Тут есть много таких уровней, да, то есть этого противостояния. Одни там делают картинные какие-то вещи, медийного противостояния, другие делают там наоборот какие-то такие моменты, воспринимают как на личное. Ни в коем случае, ни как личное, ни лично, ни медийно, я ни на кого не в обиде, и всех призываю вообще убрать эту тему абсолютно. Все
друг о друге знают, все друг о друге поняли. Поэтому зачем вот эти все, как бы, так, вот эти все штуки. Так, Александр, вам не кажется, что украинцев скоро будут бить везде, в Европе, Америке? Нет, не кажется. Не кажется. Этого быть не может, потому что не может быть. Значит, украинцы, они же, понимаете, в чем дело? Это нам просто так показывают. Украинцы нормальные за пределами своего государства. Нормальные. Украинцы в кучке единомышленников, а не в открытом обществе, там уже что-то происходит, да, ну, идеологически. Украинцы, загнанные в клетку, которая сейчас является страна Украина, с колючей проволокой вокруг Верховной Рады и по границам Украины, ну, там война, там колючая проволока, это еще больше усиливает этот пресс на мозги. Поэтому вот так. Так. Северодонецк, прекрасно. Северодонецк с нами. Роман, да, спасибо большое. Синяя борода. Скажите, вам в голову приходят мысли остаться навсегда или еще мечтаете о возвращении? Да время рассудит. Ну, подождите. Я думаю, что Украина скоро изменится. И тут, смотрите, тут не мысли. Тут как бы будущее. Многие сейчас, и это очень популярно, утверждать, что у Украины будущего нет. Это ошибочное суждение. Есть варианты всегда. Даже когда вас съели, есть два варианта выйти. Да? Минимум. Ну, не минимум, а в принципе два. Да? Поэтому все еще не думайте, что это как бы все, итог, финал, руина. Все может измениться резко и в одночасье. Опять-таки, колючая проволока появилась не зря, на мой взгляд, вокруг Верховной Рады. Значит, кредоид, если на человека, который говорил и доказывал, что в Украине нет диктатуры, наложили санкции, теперь этот человек говорит, доказывает, что делать. Не говорит, а доказывает, что не предатель. То есть, если в Украине диктатура. Диктатура в чистом виде нет, но элементы диктатуры, конечно, есть. Конечно, присутствуют, действительно. Вольный кабельщик. Саша, как вы относитесь к украинцам, которые вас не понимают? С пониманием. С пониманием. Потому что, ну, во-первых, украинцы все разные. Да? Украинцы разное видели. Абсолютно разное. Кому-то было чуть тяжелее, кому-то чуть легче. В зависимости от региона, в зависимости от положения. Кто-то был у кормушки, кто-то не был у кормушки. Кто-то всю жизнь стремился, откинут. Кто-то еще что-то. То есть, понимаете, это общество, с ним по-другому, другая градация. Если мы так будем украинец, то все там, или там еще кто-то, американец и все. Вообще, кто такие американцы? Там вообще куча национальностей. В любом случае. Ваш прогноз з Пасхою збувся? Да. Збувся на 100%, але про затихання з 4 травня, на жаль, не збувається. Який зараз оптимістичний прогноз є варіант? Дякую. У вас не всі коментарі включені, лише популярні. Нет, сейчас все включены сейчас. Чат, вот все включены, непопулярные. Там в настройках вы имеете в виду. Так, ну, такой вопрос. Значит, почему не сбылось? Ну, из-за Зеленского и игры со сделкой. Все-таки я думал, что это все дело потянут на... Смотрите, тут системная, не то что ошибка, но мы же все люди, да, мы хотим видеть какой-то сценарий, и мы так вот под этот сценарий подставляем вот эти кирпичики. Так все делают, там, да, все методологи какие-то, умные, неумные, то есть формулы там кто-то составляет, кто-то просто как бы излагает, кто-то анализирует по-своему, да, и выдает как системный анализ. Просто этот кирпичик именно сейчас сыграл. На нем сыграли сейчас. Сейчас Америка, ну вот, не может врубить жесткую по отношению к украинской власти, потому что нужно сделку проголосовать. А когда проголосуют, надо же ее реализовывать, правильно? Но ее реализовывать нельзя
То есть тут тоже такой капкан. Объясню, что имею в виду. Пока война, ни о каких инвестициях, там какой-то добыче, где угодно, там всей территории, не всей, речи быть не может. Это нереально. Unreal, все, забудьте. Но и война не может закончиться, потому что эта сделка открывает возможности для поставок оружия. То есть, пока дают оружие, будет война. И о чудо, мы опять приходим к тезисам там, Лаврова или Кремля, который говорил, пока дают оружие, будет война. Вот в принципе к этой простой линейной диаграмме все и складывается. Вопрос в том, а подожди, как это не давать Украине защищающееся оружие? Вопрос же не в том, чтобы не давать. На 3 дня же отключили связь, спутники и так далее. Сразу раз, да, позговорчивее все стали. То есть, как бы, мир через силу, как принцип, он работает. Только тут подходы изменились теперь с этой ресурсной сделкой. Посмотрим на ее подписание и сам парад. То есть, будет ли лететь что-то, хоть что-то будет ли лететь в сторону Москвы. В идеале, опять-таки, грамотно было бы Зеленскому согласиться официально на это перемирие на 3 дня, согласиться и снять вопрос о любых провокациях. Потому что вот, там, подалека сегодня слушал, это просто... Они там сами по себе стреляют, потом для того, чтобы показать, то есть сами должны стрелять в Си Цзиньпина или там в ту сторону в момент такой действительно серьезный момент. Но еще раз, то есть мне кажется, что этот поворотный пункт должен быть усилен представителем США на Параде Победы. Вот это тоже очень будет показательный маркер. Завтра только 7 число, 8 число. Кто-то должен появиться. Рубио это бросали, наверное, пробный камень. Рубио это официальность сразу визита. Волц ушел, может быть, вместо него Витков, может не быть, посмотрим. Но вот кто-то вот должен появиться. И тогда, и вот в принципе, если это будет сигнал прежде всего для Банковой, никто стрелять никуда не будет. Вот прям даже по территории России никто не будет стрелять. Может, на линии боевого соприкосновения стрелкотня какая-то будет, если там будет сидеть кто-то приличный из Соединенных Штатов Америки. Прилично имеется в виду не те какие-то неназванные ветераны. Ну, там, ну, это традиция такая, то есть там ветераны от США. То есть, да, вот, это сейчас так фигурирует в пресс-релизах. Поэтому вот так. Саша, если бы вам не дали санкции, вы бы брали интервью Арестовича и Бондаренко? Конечно, Джулс, конечно, брал бы. Ну, конечно, брал бы. Почему нет? Так, значит... Александр, хотите быть похожи на Такера Карлсона? Не знаю, но мне нужен X. X. Значит, Александр, есть только элементы диктатуры, значит, есть элементы свободы. Можете привести пример элементы свободы? Ну, полки в магазинах выбирай, что хочешь. Но элемент свободы, свобода выбора. Почему нет? Да, то есть, можешь же выйти там, с одиночным пикетом. Ну, недолго, но можешь. Элемент свободы. Все свободно. Сказать что-то можешь даже, но не громко и не в адрес Зеленского и Банковой. Порошенко можно ругать. Обязательно. Арестовича можно изобличать. Там, других очень... Это свободно, пожалуйста. Никто тебя не контролирует, никто не заставляет. Значит. Свобода выборов. Ну, выборы, смотрите, тут очень все закручено на перемирии. Очень все закручено. Алекс, спасибо за Арестовича. И скажите, почему такая ненависть в Украине? Значит, любят Зеленского? Нет. Есть такие вещи, когда ты не можешь откатить назад. Не можешь откатить. Ты уже сделал шаг, и ты уже назад не... Смотрите, тут понятное дело, что там шаг в полномасштабной войне
это вот обстрел, это вторжение на территорию Украины сделал в полномасштабном плане Путин. Да? Вот он сделал этот шаг к войне, и дальше уже откатить назад нельзя. Хотя в Стамбуле можно было. Ну, давайте откровенным будем. То есть можно было. И тогда можно было договориться о территориях, и всю Херсонскую посвободили, и Запорожскую, и не было вот этой сейчас никакой вот этой всей истории. И можно было четко, соизмеряя силы, прослушая правильных советников, проводя эту политику, да даже ВСУ можно было выторговать себе. Ну вот правда. Но вот не пошли на это. Да, потому что думали, что будет лучше. Потому что думали, что Россия распадется, вот будет все. Ну, видите как. Так. Ага. Оксана, простите за фамильярность. Смотрю, вас постоянно, всю семью подписала на вас и перевела в Уганду. Ну, Уганду. Значит, спасибо за честность, дипломатию. Да, спасибо большое за поддержку. Время позднее, друзья. Засиделись мы сегодня. Такой объемный сегодня шум. Александр, когда будет Щелин после 9 мая? Будет, я надеюсь. Ну, как бы есть дела. То есть, ну, все нормально с Щелиным. Просто есть заботы, дела, мероприятия. То есть занятость. Все будет в той примерной регулярности, которая была до этого. Ничего не меняется. Александр, твои стримы без гостей лучше так держать. Спасибо большое, Алекс, за поддержку, за то, что поддерживаете эти стримы, этот шум. Так. Интересно, как профессор Василенко поживает. Тот, что про голодных украинок молвил. Издает газету «Солдат». Все с ним хорошо. Все с ним в порядке. Какое будущее Украины, если всех погонят на рудники, необлагаемыми налогами, с прибылью для иностранцев? Богданов Михаил. Ну, будущее хреновое, конечно, но оно будет. Давайте так. Потому что тут напрашиваются параллели с Афганистаном, с которыми Соединенные Штаты Америки тоже подписали сделку. Знаете, так вот, если так посмотреть... Да, у них там жестко в Афганистане, у талибов. Талибов, которые, кстати, россияне, отменили вот этот статус, ну, который их преследовал. Ну, там тоже айфоны продаются, чего? Там тоже люди есть в шикарных апартаментах живут. Да, нормально живут. Там, правда, порядки такие, и особо не забалуешь. Я все-таки думаю, что... Давайте так... После Зеленского, если это не будет какой-то выход совместный, красивый, на который я надеюсь, с временным правительством, с какими-то там переходными функциями, переходным законодательством, исправить может только диктатор. Ну, в таком смысле. Имеется в виду властный человек, который сконцентрирует ветви власти. Не верьте всем тем, кто сейчас рассказывает, Украине не нужен президент. Чтобы порядок навести, нужен вот такой именно режим и такой достаточно жесткий режим. Ну, давайте назовем там Лукашенко нужен. Но не в плане там приверженности к России, да, там, как многие предрекают. По-разному может быть. Может быть и к Западу приверженность останется у там подконтрольной части, которую, конечно, никто не признает, и все будут говорить о границах 91 года, а там, гляди, потом и признают. Когда-нибудь через президента. Потому что следующий не может тоже признать на фоне вот этих трагедий войны и ужасов, и кошмара, который с нами со всеми произошел. Но это потом. Первый вот этот правитель после Зеленского должен быть такой очень властный человек и проводить жесткую политику, направленную на удовлетворение результатов войны. Потому что, вы же видите, американцы вообще не спорят с условиями Путина. Денацификация, шо это, да. Церкви он захватывают. Американцы вообще против этой истории. Да? Там все в курсе, на самом деле, по захвату церквей, по всем там махинациям, по коррупции, по всему на свете. Британцы. Британцы, видите, да, там идет определенная свита, которая играет сейчас полуживого короля. Вот так. И поэтому тут должен человек, который будет таким наместником. По поводу рудников, которые, да, вы правы, нет уже земли, нет, получается, рудников, не будет.
но может быть хоть какая-то иллюзия счастья. Если война закончится по-другому, а-ля типа там, да, вот этим афганским моментом, ну, как бы, будет, люди и в Афганистане тоже живут. И сделка не сработала, и все пропало, понимаете? То, что мы только подписываем, может через какое-то время просто быть аннулировано и разорвано и за ненадобностью. Элементарно за ненадобностью. Поэтому мы так на пороге больших на самом деле изменений в Украине. Но то, что там эта власть не вечна, это точно. Жуков нужен. Так, значит. Почему пропал шум несколько дней? Больше не будет каждый день. Ну, в какие-то дни будет, в какие-то не будет. В зависимости от эфиров. Значит, Вадим Романов будет, Егорова будет. Елену Бережную арестовали, кто-нибудь выступает за ее освобождение. Не слышал. Так. Значит, Петр Устименко, как Шелесту дали уехать ухлянту. Я уехал законно, ничего не приплывал, никого. У меня есть обстоятельства, по которым я могу это сделать. Ну, такого личного характера. Поэтому все нормально. Тут зря вы вот это все как бы разгоняете. Да? Значит, будет ли интервью с Елисеевичем? Да, будет завтра. Вам 73. Да, это такой тоже радиолюбительский прощание. 73, код прощания. Да, друзья, значит, спасибо всем большое. Я очень благодарен, что даже вот эту нашу такую болталку, да, вот на 16,5 тысяч, 2 часа мы в эфире, даже больше. Но извините за такие объемы. Надеюсь, было интересно и пускай не всегда легко, но очень познавательно. Благодарю всех за поддержку, за то, что ставите лайки, за терпение и за то, что мы вместе, да, мы вместе шумим. Ну, не то, что по поводу и без, а вот действительно проживаем вот эту жизнь, и это действительно очень важно. Да, вот это, ощущать вот этот дух времени, дух того, что со всеми нами происходит. Где мы там мы ни находились, на каких сторонах света и частях света. Всем доброй ночи. Ну, я не знаю, это, конечно, такое пожелание украинцев, да, там тихой ночи. Тихой будет вряд ли для многих, но, тем не менее, берегите себя, несмотря ни на что. Добра и света. Хорошо пошумели.